Приветствую всех, кто есть сейчас на стриме, и тех, кто в записи когда-то может будет его смотреть. Сегодня у нас опять Ведьмачок. Все остальное мы уже зафиналили. Как было понятно, было видно. Так. Все. А сегодня у нас опять Ведьмачок. Опять мы к нему возвращаемся, опять мы его продолжаем. И еще очень-очень долго мы будем его продолжать. Есть, конечно, вероятность, что не только его одного, а еще что-то мы начнем параллельно. Или даже не одно, но не знаю, когда это будет. Сразу на следующем стриме или чуть-чуть попозже. Пока что сегодня все еще Ведьмак, все еще мы продолжаем его. Вне стрима я опять чуть-чуть побегал, опять чуть-чуть вопросиков там понаделал всяких неинтересных. А сегодня у нас на стриме будет в планах Велен, как понятно из названия, а именно всякие квесты и всякие интересности в Велене, которые я оставлял специально для стрима. Насчет сюжетки не уверен, где там она, во-первых, вообще у нас. Это Воксенфурт, это на Кривоуховые топи. Это куда вообще? Ой, это аж сюда далеко. Нет, тогда не уверен, что у нас сегодня сюжетка будет. Скорее всего, просто целую гору всяких побочек сделаем, которых так и так надо было бы сделать. Так что начнем. Сейчас я вот тут, в деревне. Начнем, наверное, с вот этого квеста. Погребальные костры, который мы еще в начале прошлого или позапрошлого стрима взяли вот тут возле дерева висельников. Надо костры побегать, пожигать. И начнем, наверное, с него. Потом вот эти точечки я хочу глянуть. Они тут недалеко. Там всякие встречи, которые надо бы поскорее сделать, пока они не пропали и не провалились. И посмотрим, что дальше, куда отправимся и что будем делать. Так, наверное, лучше с этой точки начать. Ты можешь? Нет, не может специально эту точку мне выделить. Ладно, тогда нам вперед. Вперед, это вон туда. Пошли. А лучше плотву. Так, нет, секунду, хочу еще кое-что поменять. И в игре, и в OBS, пока не забыл. Так. Так. Все. Едем дальше. Куда еду? Да. Начнем с него, а потом пойдем так полукругом. Фу. Теперь освещенное масло. Ну, надеюсь, загорится. Поехали. Не любишь серебро? А, не второго уровня. Ау.
Теперь Игни. Так, у нас сохранение только что произошло. Я хочу перезайти в игру, а то я вот только что менял кое-что, и походу надо именно перезапуск сделать. Сейчас сделаем тогда быстро. А то я вне стрима опять немножко баловался, и что-то смотрю FPS не те, которые должны быть. Продолжить. Теперь все должно быть окей. О, да. Ништяк. Мои FPS вернулись. Так, теперь следующий. Красота какая. Едем прямо в закат. Привет, Юрий. Я так понимаю, тебе тоже нравится, судя по смайликам. Фу. Теперь освещенное масло. Ну, надеюсь, загорится. Какие вообще первого уровня? Гнилец. Тут уже разнообразие какое-то. Ну что-то первого уровня, а что-то они не ваншотают. Удивительно. От Игни ваншотаются. Почти. Странно. Теперь Игни. Теперь последний остался. Давай, плотва. Это да. Какой-то Игни хочет. А, ты не шаришь? Я так понял. Впервые видишь, что ли? Раз уж не знаю, что такое Игни. Опа, Эй, сундук. Стоять, сундук. Ага. Вот теперь можно дальше. Вперед, плотва. Вперед, плотва. Опа. По кругу гони. Там кого-то не добили. Игни это вот, что мы огнем пуляемся из рук. Ой, я же вот теперь так еще умею точно.
Уи! Эпик. По кругу гони! Сука, не жрецы, так трупоеды. Уеду я из этого проклятого места. Жрецы? Договорились мы, как обычно, только партия побольше. Я думал, такой хороший клиент, а он на нас с косой. Это мы говорим про жреца Вечного Огня? Ну, конечно, этот хер в свекольной рясе. Таким доверять нельзя. Заказывал фиштех первого сорта. 3 раза все было в порядке. А на 4-й его люди кинулись на нас с ножами, решили нас из дела убрать. Меня скинули в яму к трупам, чтобы гули довели дело до конца. На всякий случай жрец нанял ведьмака, чтобы сжечь останки и замести следы. Ведьмака? Тебя, значит? Ну и что же теперь? Ничего. Мне не платят за то, чтобы сжечь живых. Значит, правду говорят. Мутанты не мутанты, а свои понятия есть. Спасибо, ведьмак. Да не за что. Теперь Игни. Жух. И где этот жрец? Ага. Ну нам туда так и так надо. Сейчас вот лучше сюда. Пока мимо не проехали. И опять едем в закат. Какое совпадение. И я этому только рад. Так, что у нас тут? Собака. Одичавшая. Тихо, дождем, пока пройдет. Может, у него еда есть? Даже если и есть, все равно нам не даст. Дополнение готовят перед Ведьмаком 4. Да, так точно. 3-е дополнение новое. Ждем, ждем. Можете выходить, я вам ничего не сделаю. Ты когда в последний раз ела? Неделю назад. Половинку жареной белки. А потом еще немного ягод. Почему вы одни в такой глуши? Где ваши родители? А вот черные убили. Другие сами нас из дому выгнали. Больно много ртов кормить. Возьми-ка, поделись с остальными. Это нам? Правда? Вот спасибо. Вот вам тогда. За вашу доброту. Ты убил всех чудовищ? Всех! Мини-квестик. Куклу мне дала. И книжку. А ты любишь сверчков? Ты их грызешь или кладешь? Зажарили собаку. Похоже, совсем изголодались. Зажарили собаку. Ну, в таких обстоятельствах это не так уж и уже и страшно. Хоть не людоеды. Что это у тебя с рожей? Так, ну теперь вот сюда. Тут тоже есть какой-то мини-квестик. Во-вторых, тут жрец. В-третьих, заказ. В-четвертых, еще вот тут недалеко что-то есть. Еще вот тут. Короче, все рядом. Все почти в одном месте. Удобно. Юрий, а ты какими судьбами? Ты у меня впервые на стриме или ты уже когда-то захаживал?
Ладно, вы люди кнутом проучат, не будешь такой заносчивый. Подорожные грамоты по сниженной цене. Так. А, не ты. Вот ты. Грамотку не желаете? Дешевле, чем у меня, не найдете. Что еще за грамотки? Вы ничего не знаете? Реданцы заняли все броды на Понтере. Без подорожной грамоты никак не проехать. Но вам повезло. У меня как раз есть несколько на продажу. За столько я куплю золоченую карету, а сам оденусь родовидом. Ежели у вас денег не хватает, так что поделаешь? Ладно, не договоримся. Эй, подождите. Может, Да-да. у меня для вас найдется работа. А за работу выправлю вам скидочку. Так. Что за работа? Недалеко отсюда, к юго-востоку, Шурин мой открыл дело. Вместе с другими людьми поле битвы убирает. Беда в том, что им все время докучает какая-то нечисть. Ну, знаете, твари всякие, что к трупам тянутся. Если бы вы поохраняли моего Шурина, я бы вам прекрасную скидочку нарисовал. А чего согласиться нельзя? Ну ладно. Я думал, ты дашь мне скидку просто так. Я бы помог Шурину. Прекрасная мысль. Да, Будет тебе скидка. давай. Так-то лучше. Приятно иметь с вами дело. Иди своей дорогой. Хватит мне клиентов распугивать. Платил большую цену, заплатил мне старика Круглова за ухо. Ой, чё вы все хором говорите? Полегче. Стоять! Прохода нет. Стою. Мост закрыт, Почему? потому что король родовит так сказал. Без грамоты никого пропускать не велено. А кто выдает эти ваши грамоты? А тебе зачем? Таким, как ты, все равно не дают. Ты рылом не вышел. Давай, подумай хорошенько. Ты же наверняка знаешь, где достать грамоту. Да. Их выдает королевский чиновник. Но их на черном рынке можно купить. У кого? Я не знаю имен. Поспрашивай людей у переправы. Может, что скажут. Да я уже. Так и сделаю. Бывай. Направление. Да я 3 уже. фунтами стали. А, это ты? Это я. Без грамоты ходу нет. Давно не виделись. Так вышло, что грамота у меня есть. Да ну. Дай-ка посмотрю. Похоже, не поддельная, но поди знай. А ладно, проходи. Прокатило. Я думал, сейчас скажут подделка. Проходи. Ладно, но мы все равно туда пока не пойдем. Это уже нам Новиград. А туда нам еще рановато. Господи, все говорят, все кричат, все кашляют, все что-то бубнят. С ума сойти, блин. Так, вот это убери уже. Я сказал, все убери. Вот это активировать. Мастер, видимо, что-нибудь пошло далеко от подлесенья. Погост. Тьма тьмущая. Идем к этому жрецу на разборки. Как дела, ведьмак? Ты выполнил задание? Почему только сейчас жрецы Вечного Огня заинтересовались судьбой павших?
Церковь Вечного Огня заботится прежде всего о живых. Ты не представляешь, сколько работы было у нас после битвы. Нужно было заботиться о раненых, поддерживать дух беженцев, проповедовать учения, собирать подати. Да-да-да. И что бы люди без вас делали? Я позаботился о могилах. Это было очень интересное задание. Один труп оказался вполне живым и весьма разговорчивым. Что ты имеешь в виду? Торговец фисштыхом выжил и рассказал мне очень интересную историю. Я с удовольствием выкуплю ее у тебя в личное владение. Меня можно нанять, но не купить. Что же, в любом случае дешевле всего будет тебя убить. Взять его! Он, конечно, ведьмак, но втроем-то мы справимся. Ну-ну. Ты труп! Труп! Ой, красиво было. $200 крон. Сюда. Мое. Вот и весь квест. Так, а еще вроде сюда можно сходить. Что-то там должно быть тоже. Угу. Правильно помню. Что вы тут делаете? Почему его никто не тушит? Потому что мы хотим, чтобы горело. Ясно? Ясно. Убирайся отсюда, или мы тебя зажарим вместе с этой грёбаной эльфкой. Есть еще и третий выход из этой ситуации. В бой! Давайте уже 10-го уровня. Это уже поинтереснее. Ау. Беги! На выход. Что тут вообще стряслось? Почему они хотели тебя сжечь? Они пришли меня грабить, но я им не сказала, где держу добро. Тогда они закрыли меня внутри, пригнали телегу дров и подожгли. Думаю, если бы ты им все рассказала, они бы все равно тебя не выпустили. Я еще не поблагодарила тебя за помощь, Ватгерн. Деньги мои спрятаны в выдолбленном пне за домом. Прошу тебя, возьми оттуда, что хочешь. В эти времена опасно владеть слишком многим. Спасибо. Прощай. Ой, как приятно. Ух ты, там с одного какой-то лут интересный выпал. О-о-о. По броне также, а вот по бонусам покруче. Сапоги народа Оллих. И ремонтные наборы. Скрафтить ничего нового не могу? Нет. Что-то отсюда даже вынес. Так, в пне за домом. Вот он. Деньги, деньги, деньги.
Отлично. Ведьмачьи древности. 23 уровень, ну уж нет пока что. Так, ну вот это я думаю и вне стрима смогу забрать, там ничего срочного. А вот этот заказ, вот это надо было бы сходить забрать по пути. По уровню нормально. Шевелись, плотва. Так, секунду. Что это валяется? Понятно. Покажи, что умеешь. Собаки. Барабаки. Привет, Азель. Здравствуйте. Совсем Эй, сейчас не с ним. Привет. покажи свои товары. Забирай весь хлам. Бывай. Вот так его в лесу оставим. Может, мне старика Ходи, Эй, ты! Чего надо? Я по поводу объявления. Кажется, у вас неприятности с каким-то чудовищем. Неприятности? Эк, ты ладно выразился. Да мы, сука, в самой черной жопе. Вот такие у нас неприятности. Сидит какая-то кудлатая хуйня в лесу и нападает на каждый грёбаный транспорт, который едет по большаку. У нас уже болты кончаются, стрелы, провиант. Нехорошо. Послал я пару людей, чтобы глянули, что там и как. А они не вернулись. Дело такое. Принесешь мне башку этой манды, получишь золото. Сколько в объявлении написано? Торговаться не буду. Квартирмейстер больше не даст. Но могу от себя добавить грамоту, с которой можно через понтер перейти. Ну так как? По рукам? Так, грамота у Плохое меня и так уже предложение. есть. Посмотрю, что можно сделать. Ну ладно. 20 часов на инсоусе. Вот это ты засел. Значит, по-любому понравилось. Так, немножко далековато. Лучше, наверное, вот отсюда ехать. Здравствуйте. Как игра? Стоит ее покупать на PS5? Абсолютно стоит. 100%, миллион процентов стоит. Особенно в преддверии 4-й части, в Глаза у преддверии тебя как у нового кота. DLC. А мышей 100% тоже стоит. Игра легендарная. Одна из моих любимых. Привет, Дмитрий, кстати. Мой тезка. Вот здесь отсюда мустанку. Ой, это не гули, это альгули. Мы пока еще с таким не сталкивались. Пасты. Воу, как больно. Пец больно. Неожиданно даже как-то. Раз мы тёзки, подпишусь. Ой, как приятно. Спасибо, тёзка. Весьма благодарен. В целом нравится, да, но некоторые решения разработчиков все еще кажутся странными. А в Силксонге у тебя тоже были какие-то такие минусы, недочеты, претензии, или там прям все было идеально? Просто сейчас прям есть с чем сравнить с Силксонгом, например, тем же.
Вот если бы ты, например, играл сначала эту игру, а потом Silksong, может бы и Silksong не так понравился. Ты чё так больно бьешь, Илю? Мне же по уровню. Гори в аду. Офигеть. 2 удара и все. Хорошего стрима. Пойду на YouTube, полазаю. Давай, удачного лазанья. И спасибо еще раз за подписку. И за пожелание хорошего стрима. Надо мега аккуратно, значит, с этими. Один есть. Так, ждем, когда от него эти иголки падут. Гори. Нормально. Все разграблено. Или кто-то свистнул груз уже после нападения монстра, или наш монстр коллекционирует боеприпасы. Следы когтей, тупых зубов. Здесь пировали трупоеды. Но они сбежались на все готовое. Раны как от когтей, а здесь стрела, обломанная у самого тела. Кто-то что-то скрывает. Следы когтей, тупых зубов. Да, ты это уже говорил. Трупоеды. Но они сбежались на все готовое. Следы ног. Кто-то выжил. Для чудовища похоже на человека. Подробных... Что-то здесь не так. Пойду по следам. Что-то здесь не так. Ну-ка, ну-ка. Подобных претензий не было в Силксонге. Силксонг в этом плане более полированный. Только насчет бусин, которые фармить приходится для 100%. Ну да. А еще в Nine Souls, как в джедаях, написано, сколько на локации сундуков и т.п. И абсолютно все локации чищу по максимуму. О, вот это круто, это прикольно, да. Это я одобряю. Такого даже в Силксонге не было, чтобы там где-то обозначалось, сколько ты там всяких интересностей нашел, все ли нашел, или что-то еще где-то осталось. Это прикольная фича, это мне нравится. Здесь стоит осмотреться. А блин, сбили мне анимацию, тварь. Офигели, что ли? Не убейте меня лучше, я хочу заново по-другому. Слишком много урона впитал лишнего. Толпа утопцев.
Здесь стоит осмотреться. Давайте, погнали. Следуй дальше. Еще один шаг, и у тебя в башке будет лишняя дырка, Деине. Чего ты тут ищешь? Вообще-то он сказал Тхойне. Ну ладно. Я просто гуляю. Я просто наслаждаюсь пейзажами и природой. Конечно, конечно. Я должен поговорить с твоим командиром по важному делу. Я тебе не верю. Я догадался, когда ты навел на меня лук. Я тебе не Ты все еще верю. держишь меня на прицеле. Я не буду делать никаких глупостей, уверяю тебя. Тогда отдай мне оружие. Ну, давай мечи. Сними их, и я отведу тебя к Вернусиэль. Хорошо, веди. Это мы рискуем, конечно. Ватгерн? Интересно. Мы здесь на чудовищ не жалуемся. Вы нет, а вот эриданцы уверены, что в лесу завелась какая-то бестия и наняли меня, чтобы я ее убил. Но это они ошиблись. Не в первый раз, впрочем. Здесь нет никакой бестии, и тебе здесь делать нечего. Это не шутки, погибли люди. Погибли солдаты. Солдаты Родовида, которые преследуют Айнсиды от Великого моря до Синих гор, которые участвовали в погромах, пытали наших братьев и насиловали наших сестер. Я не буду их оплакивать. Мы не перестанем нападать на эти транспорты. Мы должны есть так же, как и вы. Так что у тебя две возможности. Уйти отсюда и забыть обо всем, что ты здесь видел. Или умереть. Делайте, что хотите, я не буду вмешиваться. Отдайте ему его вещи. И добавьте еще что-нибудь с этих транспортов. Мудрые решения достойны награды. Вафаэль. Вафаэль? Ну, тут мы будем типа за Скоэтейли, хотя мы не во второй части, это там более важный такой сюжетный выбор за Рушей или за Йорвитом. Но тут что-то типа. О, можно меч спереть. Ну-ка, ну-ка. Никто же даже ничего не скажет? Удивительно. И что за меч? Клинок бригады Врихет. Урона побольше. Скоро пойду играть снова. Там как раз сложный момент один у меня. Сложный босс. Или сложный момент в другом плане. Планы следопыта. Похуже, чем мои. А вот меч. Шанс крита. У меня дополнительный урон при крите. Но зато в целом урона меньше. Вот что из этого лучше? У моего еще руны можно, кстати, надеть. Об этом я что-то забыл. И что надеть? Мощь знаков, например. Равновесие, оглушение, адреналин. Заморозка, кровотечение. Пробитие доспеха. Привет, Вова. Привет. И тебе привет. Босс, именно босс.
Боссов мы любим. К боевке у меня тоже, наверное, претензии есть. Да что ж такое? Что ж с этими претензиями? Бэмс, бэмс. Или атаки побольше. Ну и оставлю этот, наверное, да. Так, у вас тут больше ничего нет в лагере. Тогда я пошел отдавать заказ типа. Типа отдавать. Так, а тут нет телепорта? Как так-то? Игра как так-то? Ух, какие шмотки. Это вы где такие нашли? Это у нас моды на изменение классических шмоток. Так-то это обычный доспех, который в игре так и так есть, просто они такие отвратительные в игре, вот эти обычные доспехи. Не сетовские, не школы ведьмаков какие-то обычные. Они такие уродливые. И у меня мод на переделывание их на более нормальные. Из второй части Ведьмака, например. Вот эти варианты мне куда более нравятся. Не только мне, судя по всему. Убью. Что вы орете? Ну, наконец-то. Ну как, нашел чудовище? Не впервые играешь? Не, впервые я бы с модами не играл. Дергается стрим? Ага, опять эта фигня. Сейчас починим тогда. Просто если бы тебя ударили один раз, то большой вероятностью тебя ударит и второй раз из-за стана. Блин, такое я не люблю. Очень сильно не люблю. Играю не впервые, играю уже где-то 5-й или 6-й раз даже. Но именно в этот раз я заморочился и играю с кучей модов. Плюс для канала, а не чисто для себя в этот раз. Плюс эти моды как раз добавляют всякий вырезанный контент, который я до сих пор для себя еще не видел. И несмотря на то, что уже 6-й раз какой-то там прохожу, все еще вижу некоторые новые моменты. Удивительные. Я прочесал весь лес, но не нашел его. Может, оно перебралось в другое место? Может, перебралось. А может, херовый из тебя ведьмак. Может. Ну что стоишь-то? Денег не получишь, разве что пинка под зад. Пошел! И не больно-то и хотелось. Так вам и надо вообще. Что-то тут народу много стало. Привет, Евгений. Сейчас я тебе твою паршивую ногу отрихтую. Тебя ждет смерть от отравления. Так, может тут где-то телепорт должен был бы быть. Да, вот он. Приграничный пост. Я же помню, что где-то тут что-то должно было быть. Так, ограбить вас тут можно? Можно. Никто мне ничего не говорит. Прекрасно. Эй, что закрыто-то? Форма, можно тупой вопрос задать? Тупой вопрос? Ну, можно, наверное. Вот и узнаем, действительно ли он тупой или может на самом деле нормальный. Какая приятная тут музыка играет. Спокойная. По-моему, впервые вообще эту музыку слышу. До этого везде встречались из новой музыки только всякие вырезанные из первой и второй части.
тут прям какая-то новая. Или она тоже из какой-то предыдущей части, Тебя просто я ждет что-то ее смерть вообще не от помню. отравления 3 фунтами стали. Так дергается стрим, говоришь, да? Сейчас тогда будем чинить. Была у нас уже эта проблема. Хорошо, что хоть сказала, то целый стрим могли опять фигней страдать этой. Так, вот так. Может, вот это помогло? Сейчас проверите. Проверяем. Тьфу. Проходи. Тебя ждет смерть от отравления 3 фунтами стали. Не надо меня отравлять. Да блин, ты попадешь, Геральт, или нет в эту лестницу? Тьфу. Откуда у тебя время на стримы? Если честно, тем же самым вопросом Тебя задавался ждет про смерть себя. от отравления Просто не 3 задавал его. фунтами стали. Я бестактно, получается. Кстати, по-моему, его еще никто мне не задавал. Такие, как ты, только болезни разносят. Паразитизм и дезертирию. Вот насчет сколько мне лет, много кто спрашивал, а насчет вот этого вроде нет. Или просто не так сформулированные были эти вопросы. Немного по-другому. Крутой Может вы. быть и так. Я не знаю, может быть этот вопрос как раз относится к той категории вопросов, которые я не очень хочу рассказывать. Все-таки у меня же стримы не прям каждый день. Если вы думаете, что мне прям вообще нечем заняться и целыми днями играю. Бывали уже далеко не раз на канале такие периоды, когда месяцами стримов не было, неделями забрасывалось и стрим пустовал, канал в смысле пустовал вообще. А когда вот попадаются такие времена, когда стримы либо каждый день получается, либо даже несколько раз в день, то, ой, боже, все бубнят, все перекрикивают меня. То иногда люди удивляются, что как так, что ты каждый день стримишь, а иногда даже несколько раз в день. Блин, как вы задолбали, тут все бубнят, все меня перекрикивают. Толпа народу. Вот, просто на такие моменты люди заходят, получается, что думают, что всегда так на канале, что всегда вот стримы каждый день, всегда вот куча времени у меня, но это далеко не так, просто такой период времени на канале попадают, когда стримы относительно часто, а не в те периоды, когда стримов наоборот вообще нет. А такие периоды бывали и не раз, и не два, и не три. Да, вопрос снят. Я так и думаю, что ты об этом не расскажешь. Но у меня есть небольшой спектр вопросов, которые я, да, не хотел бы рассказывать. По крайней мере, относительно новым людям на канале, а не тем, которые уже много лет со мной знакомы. Их не то чтобы совсем много этих вопросов, но некоторое количество их есть. Так, дальше вот сюда хочу пойти.
Тогда вопрос снят. Попытка не пытка. Но вообще, да, бывает и неделю стримов нет. Да, бывало и более длинные забрасывания канала были. Несколько месяцев. Когда вообще не было ни желания что-то играть и стримить, ни времени, ни вообще всего-всего. Эй, ты там! Да-да. Смотрите, опять клиент подвернулся. Я не собираюсь ничего у вас покупать. Это тебе так только кажется. Коли хочешь, чтобы мы тебя пропустили, придется заплатить. А если я не заплачу? Значит, сдохнешь. Значит, я просто переплыву и начхать мне на ваш мост. Гениально? Гениально. Я так и сделал, собственно. Я уже весь этот остров, на который вы меня не хотите так пропускать, я уже все там давным-давно происследовал. И вообще плевать на вас. Видите медальон? О, начальник! Начальник! Начальник? Собик. Я вижу, мастер. Собик. Теперь вижу. Мы не... Цех узнаете? Да, сударь. Только прошу, не держите на нас зла, чтобы сразу не сообразили. Начальник! Начальник! Может так случиться, что скоро я снова буду здесь проезжать, кто знает. И вот тогда я вас здесь видеть не хочу, это ясно? Да, яснее солнца, сударь. Счастливого пути. Задавил авторитетом. Начальник! Начальник! Чего там, Собик? Начальник, это ведьмак. Собик. Да ладно. Заткнись. Это капитан очевидность, Собик. Так, это 22 уровень, 25 вообще. Дальше вот сюда. Первым делом вот эти вот мини-квестики берем, а то они могут со временем пропасть, просто если их не трогать. Мы уже, по-моему, такой один пропустили. Из-за того, что поздно к нему пришли. Товарищ на Твиче, ты еще с нами? Ты у нас впервые, кстати, если ты еще с нами. Расскажи-ка о себе. Это что-то ты пропал? Либо молча смотрит, либо просто покинул уже нас. Помогите, сударь. Да-да. Ты чего плачешь? Мой суженый пошел в лес проверить силки. И не вернулся. Что-то с ним случилось. Я слышала, как он кричал, но одна туда боюсь идти. Пойду проверю, что там случилось. Спасибо. У меня есть деньги, я тебе заплачу. Видимо, не с нами. Да, очень жаль. Уже второй на Твиче, там в начале стрима один заходил. И пропал. Второй. Печально, когда кто-то захаживает и сразу же покидает. Он шел в ту сторону. А могли бы пообщаться, найти общие темы. Кстати, хотел спросить тебя и Игоря. Вы там до сих пор еще смотрите каких-то подобных мне стримеров, которые стримят Silksong впервые? Или я просто так у вас совпало и исключение такое какое-то было, когда вы ко мне зашли? Харе спамить, собака. Поджарим с корочкой.
Надо будет хилки восстанавливать срочно. Плохие вести для этой женщины. Ее жениха загрызли дикие псы. Вот и весь квест. Мы в начале стрима прям такой красивый закат ехали на лошади, вот прям вот так вперед. Только был еще красивее, прям такой красный. Мы ехали прям в него, в горизонт. Было мега красиво. Ты его не нашел? Нашел, но... Ничего не говори. Я по лицу твоему вижу, что... Пожалуйста, возьми деньги. Я не могу их принять. Жаль, я не привел его живым. Могу я хотя бы за телом сходить? Это опасно. Но если решишься, он лежит возле селков. Спасибо. Прощай. Прощай. И пошла. Задание «Дама в беде». Ну чего? Покажи, что... А у него нет денег. Прощай. Видать, я ему уже что-то куда-то... Когда-то все продавал. У нас уже денег нет. Так, хилки, хилки. Ну, уже нет. Сейчас только стримы по ультракиллу. Посмотрю иногда. Я в какой-то период только на стримы по Силксонгу и ходил. А когда DLC будет выходить, будешь снова? Кстати, я послушал еще несколько саундтреков твоих новых. На днях я видел, ты еще там один выложил. Но я пока крайний вот этот еще не слушал. Только второй и третий. Первый я уже давно слушал. Второй и третий вот еще послушал. И у них у всех прям для меня такие разные вайбы. У первого я говорил тогда, что как будто какая-то такая 2D-шная игра, инди-игрушка такая, вайбы были от той музыки. Во второй какой-то Doom как будто бы вайб. А третий что-то уже подзабыл, с чем он у меня ассоциировался. С чем-то тоже с какой-то с подобной игрой или жанром. Собаки. Теперь-то мы ему как братья. А как нильфы через Велин шли, собаками нас называли, не иначе. Только не я. Я из армии бежал. Домой хочу вернуться. Меня жена ждет. Ну так не дождется. Бойко, давай веревку. Отойди. Он теперь только с Костлявой разговаривать будет. Что вам сделал этот человек? Этот? Ничего. В деревню зашел, колечко на хлеб поменять. Только есть у нас нечего из-за черных. Поля вытоптали, разграбили амбары, сожгли сады. Вот вместо хлеба и получит петлю. Люди, неужели вы меня не слышите? Я этой войны не хотел. Я бежал, чтобы домой вернуться к жене и ребенку. Возьмите все, что у меня есть, только жизнь оставьте.
О, хотелось бы мне до уровня Дума дорасти. Треки там шикарные. Ну, я имею в виду просто такой вайбик небольшой. Похожий на него какой-то у меня появился. Такой думовский. Роковый. Мне понравилось. Даже очень. Когда DLC выйдет, буду только у тебя смотреть. Мне этого хватит. Ой, как приятно. Но первым делом сам пройдешь, да, как вы говорили с Игорем? Пока сами не пройдете, спойлерить себе по-любому не захотите. Поэтому я, скорее всего, может, не прям в первый же день его буду стримить, может, чуть-чуть попозже. Но вряд ли сильно позже. Мне тоже хотелось бы наверняка его как можно скорее проходить. Разве что мы в тот момент будем что-то другое еще стримить на канале. То чтобы прям не разрываться на несколько игр сильно. Может, что-то там другое будем зафиналивать. Разве что такой вариант. Да, сначала сам пройду, эмоции получу, понятно. Ну как с этим Nine Souls. Очень тяжелая игра морально. О да, тут таких вот выборов меньшим злом или большим злом, без добра, просто и там фигня, и тут фигня. Просто выбирай, какую фигню ты выберешь. Таких выборов в игре капец много. Третий саундтрек на атмосферу более рассчитан. Это же просто замечательно. Атмосферные саундтреки я просто обожаю. Отпустите его. А может, нам ему еще и провианту в дорогу дать? Коня сообразить? Может. Черные нам пощады не давали. Так и от нас ее не дождутся. Я пробовал по-хорошему. Теперь попробую силой. Бей ведьмака. Он с черными братается. Ну тут либо дать, чтобы они повесили этого, Спасибо. либо их всех перебивать. Если бы не ты... Если бы не я, погиб бы только один. Вот Ты именно. правда едешь к жене? Да, прямо перед войной у нас родился ребенок, девочка. Я ее назвал Беатрис, в честь бабушки. Почему? Почему ты мне помог? Потому что это было меньшее зло. Потому что это было меньшее зло, наверное. Наверное. Иди давай, и пока не перейдешь Еругу, держись подальше от деревень и больших дорог. Ну, я выбрал так. Пусть лучше выживет этот и, может быть, вернется к своей семье, чем выживет толпа бомжей-крестьян, которые уже с ума посходили. Если не врет. Ну, вроде не врет. Судя по лору, который я видел. Ну, те точно бандиты. Ну да. Поэтому я всегда выбирал вот этот вариант. Никогда его не давал убивать им. Сразу минус 2. Минус 3. Минус 4. Там еще один вылез. Туда иди.
опять сбил анимацию, тварь. Гори. Что-то там мы интересное нашли, кажется. Нет, это фигня. Это фигня. Нет, все-таки ничего интересного. Показалось. Седло тоже хуже, чем мое. Фигня. 2600 вот таких вот монет и 160 вот таких вот. Ух, когда мы обменяем их в банке, как только до него доберемся. Ох, у нас будут миллионы, миллиарды. Ну, не миллионы, конечно, но очень много будет денег. О, новые зелья можно сделать. Касатка. А это тоже нельзя. Не хватает языков утопца. А последний недавно, который выложил, друг назвал мрачным. Хотя изначально и не хотел мрачность в него вкладывать. Вот, надо будет еще последний послушать. Да попади. Ну, Геральт. Спасибо. Это все сокровища? Что-то фигня какая-то, это не сокровище. Да уж. Ладно, тут все. Ну, наряд такой Геральду не сильно подходит, как по мне. На самурая какого-то отсылает. Да, мне больше нравится, чем предыдущий, который там был у нас. Эх, жалко, чтобы собрать нормальный красивый сет ведьмачий. Там специальный, там надо очень долго все это собирать. Только ближе к DLC, только там можно нормальное что-то сделать. Так, сейчас хочу кое-что еще проверить. Если этот квест уже нам доступен или нет. Слышал? Маргрету-то в лесу нашли. Вся в крови, изодранная. Какое-то чудище на нее напало. Ну да, люди говорят, волки ее подрали. Но мне больше всего Неллина жаль. Жену его сначала погонь лесная утащила. Теперь вот сестру. Никого у него в этом мире не осталось. Верно. Неудивительно, что парень ушел. Может, в других краях счастье найдет. Иногда так повезет, что В смысле ушел? Мы же его убили. Это последствия, кстати, того заказа, который мы проходили.
По итогу все померли. У меня жопа сгниет, если лить не перестанет. Очень интересно эти твои подробности. Так, походу, квеста тут еще нет. Значит, он появляется потом где-то после сюжетки какой-то. Скорее всего. Ладно, тогда оставляем тут метку вот эту. И вот сюда еще хочу сходить. Мир с приветом, персонажи с интересностями. О, это мы еще далеко не все видели, далеко не все слышали. Но зато оживленный ведь мир, да? Оживленный ведь, согласитесь. Ну, реалистично, скажу так. Ну да, без всяких вот этих наигрываний. Какого-то пафоса не в тему. Обычные крестьяне, обычные люди, обычные фразочки. Будь то солдаты еще какие-то там или такие еще интересные персонажи или разбойники. Что... Я от козы еще не отошла. А ты видела? Видела козу на прошлом стриме? Тебя же тогда в чате не было. Ты как раз молча смотрела, как говорила, да? Но видела. Это был, да, забавный квестик. Таких забавных моментов еще будет немало. Блин, я забыл метку убрать. Я думаю, что я куда-то вообще не туда еду. Черт, блин. Вот это убрать и вот так поставить надо было. Обратно приперся на то же самое место. Мнимый зритель. Он самый. Льет, как из ведра. Блин, у меня еще и метка залагала теперь. Их две. Ох уж этот баг. Откуда он вообще взялся? Я сколько раз игру проходил, не видел ни разу этого бага за двумя метками. От этого Next Gen патча, что ли, появился. Или из-за модов. Хотя вряд ли. У меня на эти метки ничего вообще нет вроде. Быстрей. Чинилось. Я пойду кушать, после перерыва вернусь, наверное. Будем ждать. И приятного аппетита. Под Ведьмака кушать, наверное, не аппетитно, потому что тут всякие неприятные моменты часто можно увидеть, которые аппетит не то чтобы усиливают, а скорее наоборот. О, Пошла. приехали. Интересно, хватит у него денег нанять Помогаем троллю. Борис его зовут.
Или показалось? Наконец, покой. Людь вовремя пришел. У меня вот зеленый, вот почти сварилось. И что у тебя в котле? Суп де труп. Он тоже есть Старый будет, кстати. тролльский рецепт. Там внутри только хорошее, улитки, жабы, черепа, всякая зелень, Улитки, чтобы жабы. пахло. А Вкуснятина. под конец один накер для вкуса. Только заговорили о еде, и вот... И в игре о еде заговорили. Приятного аппетита, вкуснятина. Жабы, улитки, черепа. И один накер для вкуса. А что ты еще кладешь в этот суп? Людей ты не варишь, я надеюсь? Людев, не. Людев. Людь иногда что-то интересное говорит. Если не говорит, тогда в котел. Ты любишь говорить с людьми? Ну? Накер или гуль скучные, совсем не говорят. А я как-то разговаривал с Гулем. Такой оказался болтливый. Болтучий гуль? Это как если огурец поет. Как-то так. Людь хороший, помог. Вот тебе награда. Это же голова эльфа. Эльфы хорошие, как помидор. Забавные тролли в этой игре. Особенно те, которые не агрессивные. Когда что-то прикольное такое комментирует. Людь хороший. Ну что, Людь, скажешь, что интересное? Его еще и Борис зовут. Бориска. И, к счастью, таких веселых троллей в игре немало будет. Шутки про школьную столовую приветствуются. Угу. Борщ с капустой, но не красный. Борис Булка. Ну не только Борис, тут таких а-ля Борисов будет много. И все булки. Абсолютно все. Так, что я там нашел? Доспех какой-то. Хуже, чем мой. Штаны. Такие же, как мои, только здоровье на 3 единички больше. Мои лучше. Голова эльфа, серьезно. Деликатес для троллей. С ума сойти. Так, а если я вот этот уберу? А, это уже большой синий. Ну, тогда не надо. Тогда не надо. Окей, дальше. Можно еще вот сюда сходить. Раз она прям рядом. Там был какой-то мини-босс вроде. Может, мы его уже можем победить по уровню. Я уже его слышу. А еще салат с ананасами. И вообще он меня бесит. Так, ну-ка лети сюда. Ух ты, попал.
Это поворот. Сам удивлен. Ой, нет, не по уровню все-таки. Еще рано, значит. Пардон. Охрана, отмена. Что случилось? А вот погляди, что мне пришлось пережить на старости лет. Простой мужлан меня крова лишает. А я ведь родилась дочкой дворянина. Вся усадьба мне и брату принадлежала. Что с ним случилось? Как-то раз оказался в наших местах заезжий охотник. Я влюбилась и вышла за него. Когда мы с ним собрались уезжать из имения, так брат на меня до того разобиделся, даже проститься со мной не вышел. А вот теперь, спустя столько лет, вернулась я в эти края. Брата нет, а люди говорят, что в старом доме завелись чудовища. Я мог бы заняться этими чудовищами. Ты ведьмак, так? Обычный человек не стал бы предлагать помощь с такой охотой. Но да мне-то все равно, лишь бы ты был честный. Дом находится к востоку отсюда. Возьми ключик. Как разгонишь чудовищ, ключом этим открой шкатулку с моими сбережениями. Они твои. Там немало, уж поверь. Ты-то на что будешь жить? Мне хватит и крыши над головой. А если будет нужно, у меня еще осталось что продать. Но я знаю, вы, ведьмаки, даром не работаете. Поэтому без платы тебя не отпущу. А вот это очень-очень важный квест. И очень-очень крутой. Вопрос только, насколько он далеко. Ну, далековато. Не знаю, сделаем ли мы его сегодня. Может, кулачные бои попробовать? Раз они тут тоже прям рядом. Меня к дождю так ломало. Может, Седому охота побороться со Стахом Рыбожором? Может. Что это за элегантный способ уходить от проблем телепортации? Зато время очень экономит. Драться умеешь? Геральт, умею. Главное, что элегантный. Тогда давай на ресталище. Мы сама элегантность. Я готов. О май гад! Геральт Бомжара. Я готов. Давай уже драться. Он самый. Добрые люди! Рыбожор наконец-то нашел себе противника. Здесь и сейчас, на этой земле, он будет драться с Геральтом по прозванию Молот. Молот? Ну, можно и молот. Могу я у вас кое-что спросить перед боем, господин? Пожалуйста. Вижу я, что вы за птица. Куда там мне до вас? Мне б живым уйти. Последнее время в реках рыбы нету. Детки голодные плачут, а за победу дают мешок с мукой. Жальтесь, дайте мне выиграть. Skyrim бы такое не позволил. Но если бы был Skyrim с модами тоже, то, думаю, позволил бы. А классический, да. Ну и классический Ведьмак тоже бы не позволил такое. Мы это знаем. Привет, Магнитар. Привет. Джеральд из Ливии. Такое я тоже слышал. Такой титул. Можно проиграть и потом выиграть. Да, я так и сделаю. Будь по-твоему. Правда, мне потом хилиться придется за него, наверное. Ау.
Ау. Ау. Ай, как обидно. Ай-яй-яй-яй. Мы проиграли. Ай-яй-яй-яй. Не знаю, как это случилось, но рыбожор одолел молота. Спасибо, ведьмак. Позор. Может, мне старика к ручью послать? Теперь давай вторая попытка. Еще разок. Ага. Блин, зачем я ставил деньги? Ладно, пофиг. Ну, давай драться. Если бы знал, Геральт не ставил бы. против рыбожора. Реванш. Реванш. Нет, хилиться не придется, прекрасно. Иди сюда. Вот так-то. Неплохо, неплохо. Теперь можешь попытать счастье с юношем или с кузнецом из корчмы на распутье. Как тебя Прекрасно. просто люди кнутом проучат, не будешь такой заносчивый. В Скайриме просто пишется всегда, что рядом есть враги. Эх, давненько я в Skyrim не играл уже. Так, это вроде по уровню мне заказ. Более-менее. Скрип-скрип, сторона, танцуй, душа. Скрип-скрип. На краденых 3 медика. Сегодня будет пир большой, и будут пировать с душой и червь, и черный ворон. Вот это песня. М? Я пришел насчет заказа. У вас здесь, кажется, кто-то разрывает могилы? На погосте то и дело какая-нибудь гнусь заводится. Выжить что посвежее и уходит. Недавно вот снова началось. Думал я, только бы после заката не выходить, да двери закрывать покрепче. А потом ребятенок пропал. На кладбище? Не, из деревни. Тайтусь, маленький совсем. Сам бы он сюда не пришел. А я под вечер слышал, будто скулит кто-то. Что ж не вышел проверить, что случилось? Я что, дурной? Супротив чудовищ ведьмака надобно. Поговорим о награде. Цена честная за такую-то работу. Я в таких вещах кое-что понимаю. Не наглеем. Я проверю, что делается на кладбище. Заботы могильщика заказ. В Скуриме главный друг Давакина — это камень. В Скуриме просто музыка начинает играть. Да, есть такое. Появилось желание переиграть даже за воина какого-нибудь. Броньку и оружие себе. Да, эдрическое выбить только. Ностальгия пробила. У меня вот ностальгия на Ведьмака пробила, у тебя на Skyrim. Ну, опять начинают спамить, как я обожаю. Со всех сторон. Собаки. Гули разрыли могилы, а вонь разложения привлекла диких собак. Но ни гули, ни собаки не похищают детей.
Так, сапоги какие-то. Мои лучше. Кстати, на мои можно напялить что-то напялить. Чё, игни? Сюда тоже. Копали без инструментов. Я с Курим 6 раз прошел. Причем 3 раза играл, начиная с лекаря и так далее. Качал все навыки, броню. И в конце на 60 плюс левелах уже магом. 100 на хп и маны. Я тоже зачастую за мага любил играть. За ближнебойника не очень. Разгребли мотыгой? Нет. Вот следы когтей. Разрытая могила. Совсем свежая. Воняет старым трупным ядом. Интересно, куда меня приведет этот смрад? Ты, Мишка. Мишка бегает. Я за лучника последний раз даже сюжет не трогал. За лучника? Только сайд-квесты и облазил все пещеры. Что мог найти. И это все за Каджита. А если бы еще раз проходил бы, то за кого в этот раз пробовал бы? Здесь не жил, место для логова довольно необычное. Если это создание умеет пользоваться инструментами, то оно разумное. Или хотя бы ловкое. Магический круг из черепов. Благодаря ему монстр черпает энергию из места силы. Берцовая кость. Должна быть кладбищенская баба. Благодаря силе, полученной из черепов, она почувствовала себя настолько уверенно, что стала заходить в деревню. Если я заберу черепа, ей придется пойти за новыми на кладбище. Там я ее и поймаю. Кладбищенская баба. Это ее здорово разозлит. Осталось подождать ее ночью на кладбище. Это вам не водяная баба. Это баба посерьезней. Вот как я сказал, попробовал бы за ближника. Угу, понятно. Мне всегда плохо за них играть выходило. Но может смог бы сейчас прокачаться нормально. А раса какая была бы в этот раз. Я вот как сказал тоже, я за ближника никогда не любил в Skyrim играть. Опять эти звуки. Вор, черепушки украл. Мои черепушки. Пусть себе свои накопает. Вот и она. Оно разговаривает.
Гори в аду. Я ее просто спалю таким вот образом. Ух ты. Че, я зря прокачивал, что ли, огонь? Догорай. Великолепно. Норд, скорее всего. Ясно тогда. Так, что мы нашли? Аддандейт. Новый меч. О-о-о. Вот это вундервафля. Это мы меняем. Даже руны какие-то можно поставить. Горение, например. Хотя у него шанс вызвать заморозку, но пофиг. Что еще? А, новый трофей. Мушардак, Венна, сопротивление ядом, сила атаки против трупоедов. Нет, мне Грифон больше нравится. Все еще. Все еще он мне больше нравится. И отвар из этой бабы. Каждый убитый противник ускоряет восстановление здоровья. Допустим. Все, идем сдавать квест. Мастер-ведьмак, недалеко от Подлесья, в гротах эльфов погост имеется. Я пришел насчет заказа. И что? Дело сделано. Эта кладбищенская баба разрывала могилы и похитила ребенка. А что с малышом-то? Я нашел его в логове кладбищенской бабы. В котелке, если точнее. Мне продолжать? Да вы и так уж слишком много сказали. Что с наградой? А я не забыл, нет. Нате вот. И спасибо за помощь. Прощай. Ладно, пойду в Nine Souls играть. Удачи. И тебе удачи. 9 уровень. Как я знаю, в этом поселке еще что-то должно появиться спустя какое-то время. Кославе все не можется. Лоб у ней как печка горячая. Кровавый барон о вас знает? Сестрам ее надо забрать. На болото. А чем за помощь платить? Сам знаешь, я с самого новолуния пустые щи из коры ем. А им не едой платят. А чем? Сам увидишь.
вас в руках такое ремесло, Так, что видать, нынче еще надо голодать не подождать. Ну, либо... Может, я что-то неправильно помню. Может, пару дней. Ну, видать, может, после другого какого-то квеста. И может надо тэпнуться отсюда, а потом обратно сюда. Ну, если нет, тогда нет. Потом когда-то вернемся еще сюда. Нет никого. Ну и ладно. Там мужик должен был нас приветствовать, типа, и еще какой-то квест дать. Ну ладно. Едем дальше. Магнитара, ты еще с нами? Ты-то тоже у нас впервые, насколько я помню, или нет? Если с нами, то расскажи. Играл ли сам Ведьмак? Ну, я так понимаю, что играл. Про Skyrim вот ты уже рассказал. Про Ведьмака еще расскажи. Сколько раз играл? Ждешь ли новое DLC, четвертую часть там и так далее, и так далее. Давай, плотва. Уже бегу. На помощь! Сожрали бы меня, как нечего делать. На трупы сбежались. Спасибо, что вы меня не оставили. Хоть с этим мне повезло. Повезло? Может и так. Ты недавно заразился? Потому и занимаешься перевозкой тел? Что? Да нет. Я вывожу трупы, потому как платят хорошо. Но ты же не ведьмак и не чародей, заразиться можешь. Да уж, я не мутант какой, вы не бойтесь. Просто ко мне никакие болячки не цепляются. Что вообще случилось? Ось полетела. Я и слез с телеги проверить, что можно сделать. А тут из леса такой вой! Кобылка на дыбы встала, будто ее волки уже за гузно ухватили. Телега перевернулась и хрясь! Весь груз на меня. А конь убежал? Ну, конечно. Полетел быстрее ветра. Эх, со мной вот так всегда. Не понос, так покойника у вас прямо на башку осыпется. Значит, заразу черные принесли. Так и есть. Притащили болячку в Велен. Своих-то лечат, а наши мрут, как мухи. Фу, потянуло. Эх, вонь-то какая! С чего ты взял, что это нильфгаардская зараза? Староста из Залипья сказал.
Это он мне заплатил, чтоб я мертвяков вывез и ворву по-тихому закопал, чтобы страху на народ не нагонять. Не глупый он человек. Общественник такой. Тебе придется поискать новую телегу. Эту надо сжечь и побыстрее. А нельзя ли мертвяков где-нибудь закопать? Телегу-то ее ведь починить можно. Если кто узнает, что ты перевозил в ней заразных, тебя никто больше не наймет. А с чего бы ему знать? Ежели вы никому не скажете, сам я тоже не скажу. Какие мы Сразу по всей хитрые. округе. Нашелся умник. Ну надо так надо. Есть у вас чем огонь развести? Конечно, есть. Отойди-ка. Ну, занялись как солома. Ух. Повезло мне, что я вас встретил. Благодарствую за помощь и добрый совет. Еще я тебе посоветую, как следует вычистить дом и сжечь эту одежду. Верно, верно. Только ведь я говорю, ко мне болезни не цепляются. Хорошо, если так. Бывай. Ну-ну. Ох, сука, ну и вонь. Опасный груз. Едем дальше. Вопросики оставлю, наверное, на вне стрима. Дальше в эту деревню хочу заехать, там телепорт хотя бы открыть. Ну, все. Деревня Сворки. О, тут еще и квест есть. Внезапно. Еще капельку и готово. Этот квест я помню. Неплохой банкет, откуда Помню, вы взяли помню. столько мяса? А тут куча поросей носится. Вот мы одного и зажарили. Хочешь кусочек? Хватит на всех! С удовольствием. Блин, я не то хотел Кай, выбрать. отрежь господину кусочек поросеночка. Нет, не позволю! Зажарили боженку, сволочи! Опять он. Мало ему. В чем дело? Боженку убили и жарили ее, сволочи! А этот опять за свое. Ничего не поделаешь, придется ему навалять. Кай, Якоб, займитесь-ка им. Нет, не надо! На помощь! Он вам ничего не сделал, оставьте его. Мы тебя по доброте поросеночком хотели угостить, а ты вот как. Не будет нам приблуда приказывать. Бей его! Ну и не больно-то и хотелось. Как вы задолбали сбивать мне анимацию? Все в порядке? Ну да, но боженка-то, божечки, и жарили ее. Ты, должно быть, очень любил эту свинку. Кто ты такой? Я Геральт из Ривии. А я Йонтек из... ну оттуда. Оттуда? Это откуда? Ты один живешь в этой деревеньке? Так все по домам. И Флап, и Хагель, и Бебон. А я только Клауса и Игоря не видал. А это кто такие? Игорь тот полудурок, он еще траву ел. А Клаус, это ж староста. Каждый Клауса знает. А где они, не знаю.
Видно, забрали их свинские чары. Эти свиньи заколдованы? Точно. Сам посмотри. Ладно, взгляну я на твоих поросят. Вот и славно. Еще один веселенький квест. Я и забыл, что они именно тут, в этой деревне. Вроде нормальная свинья, но медальон сходит с ума, и он так был прав, она заколдована. Да, без сомнения, это магия. Да, без сомнения, это магия. Да. Йонтек? А? Похоже, свиньи и правда заколдованные. Так. Чары были. Их и попревращало. То есть эти поросята заколдованные люди? Так да. А ты что думал? Помоги. Отколдуй их. Как эти люди превратились в свиней? Так чары же. Я дал Игорю ключ, а он собрал всех, а они и пошли. Какой еще ключ? Ну этот, вот. Он открывает дом вепря. Чё у них такие лица грязные прям? Ничего, прям в землю, что ли, это лицо засунули, что прям такие вымазанные все ходят. Не настолько же грязные. Это уже слишком. Откуда у тебя этот ключ? Нашел. Показал Игорю, а он сказал людям, чтобы все пошли. А их и превратило. Довольный такой. Взгляну-ка я поближе на этот дом вепря. Где он? Ну там, за горочкой. Идешь, идешь, а потом он. Понял? Я найду. Понял, понял. А пока тут никого нет, все превратились, я чуть-чуть их хаты-то и облутаю. Бугага. Да, без сомнения, это магия. Это вообще под текстуру провалилось. Привет, Дмитрий, еще раз. Что, бродил по просторам Ютуба и снова к нам заглянул? Да, без сомнения, это магия. А мы тут свиней расколдовывать собираемся. Да, без сомнения, это магия. Геральт, я понял. Хватит повторять одно и то же. Все еще свиньи. Кем он там говорит? Что он делает? Ты чё, колдун? Йонтек? А? Я приду к тебе. Ну, Ничего не хочет говорить? Ладно. Что-то он там колдовал. Что-то он умеет. Что-то он шарит. Да-да, игру-то надо посмотреть. Но сегодня куплю на PS5. Это правильное дело. Захаживал ко мне еще один зритель, который тоже на PS5 играл. Или играет, и только он жаловался, что, к сожалению, пока что на консолях нету модов.
на Ведьмака. Но я где-то слышал, что они в разработке. Значит, в относительно скором времени уже будет. Так что если тебя тоже когда-то там в будущем моды заинтересуют, то даже на консолях, наверное, скоро можно будет попробовать поиграть. Всякое разное там попробовать. Так, 300 метров аж идти. Ну ладно. Ну-ка, ко мне. Накеры. Всё, а то они мне потом на пути будут мешать. Еще один. А ты первые две части не играл? Книги не читал, сериалы не смотрел? Прям совсем-совсем будешь впервые с Ведьмаком знакомиться? О, блин, думал, что новая DLC вышла. Не, до новой DLC еще год. Минимум. В 27-м же анонсировали его. Еще ждать и ждать. Привет тебе. Том Хейард. Надеюсь, правильно назвал? Держи его! Если что, поправляй. Да, в первый раз. Ну тогда даже завидно немножко тебе. Мне тебе завидно, в смысле. Потому что самое первое прохождение, самые первые впечатления. Это прям крутость максимальная. Иногда хочется стереть память, чтобы самому тоже впервые перепройти. Я-то тут уже за столько прохождений все равно игру считаю невероятной. А когда в первый раз играешь, то вообще... Потяжелее. Дверь не поддается. А это кто? Он нас застукал. Вали его! Оттуда вали! Ручьёнтака и правда подходит. Опять порталы.
Кстати, пока не забыл. Хотя... Лучше так, наверное. Мы типа в знаке идем. Типа. Следы множества людей и чего-то тяжелого. Еще свиньи. Медальон вибрирует. Значит, эта свинья тоже родом из деревни. Кажется, это прозвучало. Ты меня понимаешь? Хрю-хрю. Ну ладно, попробуем. 1 раз хрю — это да, 2 раза нет, ясно? Дожили. Геральт общается со свиньей. Не знаю, сколько ты тут сидишь, но должно быть, ты здорово проголодался. Держи-ка яблочко. Что, вкусное? Хрю. Хрю-хрю. Ладно, давай поговорим. Йонтек говорил, что в деревне нет только травника и старосты. Должно быть, ты один из них. Ты Клаус, деревенский староста. Ты местный травник. Я слышал о тебе. Игорь? Очень приятно. Я Геральт. Знаешь, что это за место? Мы в гробнице? Мы в святилище? Подожди здесь, мне нужно осмотреться. До свидания. Это забавный квест. На рубашке следы от травы, внизу торба. Это должно быть того травника Игоря. Теперь понятно, почему дом вепря. На дне осталась золотая монета. Здесь, наверное, держали золото. Свинье сокровище прям какое-то. Ну сколько тут сокровищ. Кто бы это ни поставил, он знал, что делает. Чудище он не поставит. Это здесь есть. О, призраки прошлого. Какое хозяйство? Чё мне квест? Понятно, просто под этой локацией мне оно типа перебилось. Тогда не надо. Да, обратно золото дураков. Золото дураков. Ловушка. Квест называется, Ты кстати. оставил свое дело, знал. Всюду полно ловушек, надо смотреть под ноги. Геральт, не путай мне квесты. Хорошего стрима. Пора идти на обед. И телефон на зарядку ставить. А тебе спасибо, что снова к нам заглянул.
Всего хорошего. И до встречи, надеюсь. Так, больше тут нигде ничего не плавает. Походу. Что я нашел? Арденье. Стальное оружие. Вау, плюс 34 урона. Мощигни. Ну, по урону-то намного сильнее, да, но по бонусам мне мой больше нравится. Крит шанс, дополнительный урон при крит ударе. Не знаю, надо будет подумать. Что оставить, что выбрать. Броня. А я получше. А вот и я. А вот и я. Ладно. Здесь лежало золото. Ты знаешь, что с ним стало? Надо обсудить это с Йонтаком. Кажется, я понял, что здесь случилось. Это святилище, здесь лежала полная лохань золота. Йонтак нашел ключ и показал его деревенским, а они позарились на сокровища. Но он и представить не мог, что золото под охраной проклятия. Чтобы снять проклятие, золото нужно вернуть на место. Надо спросить Йонтака, может, он знает, где оно? Вот это звуки. Похоже, все это превращение злая шутка. Или его очень неловко наложили. Возвращаемся. Спаси их! Их же зарежут! Спаси! У тебя сегодня плохой день. Готово. Деревня в безопасности. На время. Йонтак? А? Я разобрался, что произошло с местными. На них наложено проклятие. Ага. И что? Сможешь их расколдовать? Да, но тебе придется мне помочь. Добро. А вот любопытно, почему проклятие обошло только тебя? Потому как я с ними не пошел? Так ты не брал золото из святилища? Нет. На что оно мне? Проклятие вызвано кражей золота. Ты знаешь, где золото сейчас? Я спрятал. Надо его вернуть, и при этом должны присутствовать все жители. Это как же? Возьми золото, а я соберу свиней. Встретимся на мельнице и все вместе пойдем в дом вепря. Думаю, у нас все получится. Мы спасем их! Я возьму золото! Надо как-то загнать свиней. Может, такси?
И ждите меня там. Боже, чем мы занимаемся? Вот это да. Шевелись. Свиньи, за мной. Прошу за мной, уважаемый свин. Ой, боже. Прошу за мной, уважаемый свин. Это великолепно. Лучший квест. Просто невероятно. Вот все, кроме Игоря. Игорь нас ждет. Помнишь, как придем, надо положить золото на старое место. Ага. Ты бери свиней, а я принесу и положу. Игорь. Идем, ну, шевелись. Свиньи, шагом марш. Вот это орава. До такого уровня Геральт еще не опускался. Не зря я там накеров поубивал. Сейчас бы по пути они бы мне тут все мое стадо разогнали бы. Нет, походу еще где-то остались. Копытами. Шевель копытами. Без паники. Чудище! Они же их сожрут! Защити их! Ну, шевелись. Продолжаем. Шевелите копытами, как сказал Геральт. Шевели копытами. Вот-вот. Я так говорю. Погоди. Их. Я снова стал собой. Спасибо тебе. Не время радоваться. Надо всех пересчитать. Все в сборе. Ну, кроме Боженки. Спасибо тебе, беловолосый. Йонтека благодарите, он мне очень помог. Это ведь Йонтек принес ключ. Знал, подлюка, что золото проклято. Потому и не захотел с нами пойти. Так это не я, это Игорь.
Игорь хотел... Не отвертишься, пройдоха! Взять его! Спасите! Кто первый поднимет на Йонтека руку, тот ее и потеряет. Тихо, тихо, мы ж просто... Этот страшила нас живо порубит. Пойдем-ка отсюда. Спасибо. Да, лучше тебе в деревню не возвращаться. Найди себе какое-нибудь другое место. Ну, ладно. Вот и все. Вот и весь квест. Теперь можно и этим заняться. Ну, прям над нами. Должно быть, об этой усадьбе старушка и говорила. Растяжка. Потрепанный дневник. Чей-то дневник. Вот и все дела. Так, с этим разобрались. Упс. Чуть-чуть задело. Какое-то движение. Сейчас зевать не стоит. Звук откуда-то оттуда. Сейчас все по порядку. Туда мы тоже сходим. Они близнецы? Надо думать, это и есть брат старушки. Я вернулся. Вернулся? Или вернулась? Привет, Евгения, снова. У нас буквально только что был очень забавный квест про свиней. Только что выполнили. Жалко, не видео. Там можно было посмеяться.
Блин, опять ногой чуть задел. Ну, Геральт. Так, с этим разобрались. Снова привет. Вот это я не ожидал. И снова привет, привет. Ох уж эти ловушки. Покушала уже. Эй. О. Ай, ладно, опять заново. Близнец. Надо думать, это и есть брат старушки. Ладно, в этот дом. Посмотрим, ничего страшного. Блюдо. Ага. Зараза. Зараза. В этот раз не прокатило. Да, и в магазин сходила. Какая ты молодец. Что она купила, если не секрет? Да, знатный писатель. Может, здесь есть что-нибудь интересное? Несколько страниц вырвано. Интересно, от какой он двери? Ключ от сарая. Тут мы были. Тут нет еще. А как туда бы залезть? Эй, ну, Геральт. Нет, никак, походу. Ну и ладно. Так, осталось только это здание, походу. Самое важное. Ну да. Угу, вот и ключ пригодился. Здесь когда-то жили. Долорес. Там что-то есть. Шкатулка? Деньги. Блин. Да, блин. Тут где-то, по-моему, подвал еще должен быть. Спуск к нему. Господи, ловушки, ну сколько можно? Десертик с вишней из 5, хороший, не разочаровал. Ой, из магнита. Блин, сейчас мне захочется есть даже такими темпами. Не помню, где тут этот подвал.
Может, тут? Ход, да, вот, где-то тут. Вот он. Я же помню. Сюда очень давно никто не входил. Странно. Эта стена выглядит так, будто ее построили позже остальных. Скелет в стене. Ну что ж, такое случается даже в самых порядочных семействах. Мужик. Ему было лет 30-40. Вот и недостающая страница из дневника. И так я умираю в темноте от голода и жажды. Боги, смилуйтесь надо мной. Печальная история. Так. Невидимая стена какая-то была. Вот теперь можно и наверх подниматься к этому источнику звука. Нет, не сюда. Что-то тут не так. Определенно. Что-то тут не так. Вот и все дела. Вот и все дела. Так, с этим Никуда ты зачем? разобрались. Обратно Так, с его этим завел. Разобрались. Угу. Так, с этим разобрались. Чердак. Как бы туда подняться? Сейчас все будет. Лестница. Может, ее хватит, чтобы забраться на чердак? Посмотрим, что там наверху. Итак. Ты носишься, как слон в посудной лавке. Снес почти все мои ловушки. Лето? Я старался. Признаюсь, тебя я тут встретить не ожидал. Ты с ними? А кто они? Для императора наемники. Сами себя они называют охотниками за головами. А для меня это обычные ублюдки. Что ж, меня ты можешь не опасаться. Я принял заказ от одной старушки, обещал ей избавиться от чудовищ. Здесь я тебя уже выручил. Надеюсь, ты не забудешь об этом, когда пойдешь за наградой. Не забуду. Кому ты перешел дорогу на этот раз? Император решил избавиться от неудобного свидетеля. После Лок-Муина я встречал много желающих меня убить. Теперь понятно, зачем все эти ловушки. Приходится быть осторожным. И видно, не без причины.
Эти на заблудившихся путников не похожи. Само собой. Значит, Людвиг меня продал. Людвиг? Старый знакомый. Работал я с ним как-то. Это он навел меня на это место. Может, эти внизу нашли тебя сами? Я скорее съем свой сапог, чем в это поверю. Надо от них избавиться. Ты идешь? Само собой. Веди. Старый знакомый. У нас есть план? Будем импровизировать. Ну, как всегда. Он там! Взять его! Шкуру с тебя спустим. Убить! Окей! Колдуй! Этот ублюдок колдует! Ну, конечно, лошади меня копытами огрели. Ну-ка, в стороночку от них. Лосенком! Хорошо сработались. Идиоты. Слабовато они вооружены для наемных убийц. Это только разведка. Проверяли, не обманул ли Людвиг. Остальные тоже где-то рядом. Что-то лошадь немножко не в Твой тему старый тут. знакомый, должно быть, знает, где именно. Только он знал, что я здесь. Значит, он им все и рассказал. А теперь я с ним немного поговорю. Лошадь немножко криво встала. Чуть-чуть не там. Разговор обещает быть интересным, я бы с удовольствием на это посмотрел. Так пойдем вместе. При виде двух ведьмаков язык у него развяжется куда быстрее. Держись рядом. Это место хер найдешь, если не знаешь, где искать. Просто сквозь лошадь чувак ходит. Ну, вот-вот. Уже не первый раз такие. Погоди. Надо полагать, Людвиг этот не лучший твой друг. Это не моя лошадь, Геральт. Знаешь, как бывает Вот в моя. нашей профессии? Вечером пьешь вместе вино, а утром проверяешь, не обокрали ли. Как ты с ним познакомился? Это было еще до того, как король Фольтест оставил этот мир. В Эйдирне за Людвига назначили награду. Деньги были солидные, с обычными заказами тогда было туго, так что я решил достать этого ублюдка и немного приподняться. Выследить его было проще, чем убить утопца. Он кутил в Золотом Висельнике, в самом центре Хаги. Я поймал его, связал, но пост стражи заступал только на рассвете, так что у нас было еще несколько часов. Мы начали болтать, чтобы убить время. И так разговорились, что утром я его отпустил. А этому ты ему и поверил. Думал, он хочет тебя отблагодарить. Я был глуп, а за глупость надо платить. Только за предательство надо платить дороже. Чё это? Ага, это по пути. Потом надо будет сюда вернуться. Любому. И сюда тоже, да. То, что там отметилось. Да ты можешь нормально ехать, что он дрифтит. У нас гость.
Этот громадный со шрамом на лбу. И еще один, седой. Людвиг будет недоволен. Два ведьмака — это сила. Грозная сила. Лето, здравствуй. Рад видеть тебя живым и здоровым. Неужели? Ну как же? Мы, в конце концов, старые товарищи. А этот вот кто? Геральт из Ривии, ведьмак. Еще один ведьмак? Да. Что же у вас тут? Заказов много в этих местах? Да. Садитесь. Может, выпейте чего-нибудь? Я не пью с предателями и продажными шкурами. Эй, думай, что говоришь. Ты на моей территории. В усадьбу нагрянули люди Вестера. Только ты знал, что я там. Ты сам говорил, что они идут по твоему следу. Может, они тебя выследили? Угу. С твоей помощью. Вы не пробыли здесь и 5 минут, а уже успели меня дважды оскорбить. Такую сволочь, как ты, оскорблять нечего. Внимание, господа! Это ведьмаки! Ведьмаки не нападают на людей! Для вас мы сделаем Вот и все. Лежи спокойно, не то истечешь кровью. Говори, где люди Вестера, и я дам тебе зелье, чтобы остановить кровь. Они к северу отсюда. В Залипье. Вот интересно, сколько стоит жизнь старого товарища? Последнее время у нас скверно шли дела. И мы попались под руку черным. А потом появился Вестер. Он предложил половину награды за тебя и охранную грамоту императора. Сам понимаешь, таким, как он, не отказывают. Понимаю. Эй, а мое лекарство? Видишь ли, Людвиг, таких, как я, не обманывают. Едем к Вестеру. Я с тобой. До свидания, старый друг. Кто бы говорил. Чё, чем-то недоволен. Они меня сожрут! Жалься! Приятного аппетита собакам. Ублюдок! Я еще у тебя тут все украду. Они меня сожрут! Жалься! Этот все комментирует. Вроде все. Здесь бешеные собаки! Они меня сожрут! Жалься! Уведомления о заданиях лютые просто, пугают. Громкие? В смысле? А когда это самое задание выполненным считается, или когда новый уровень, то тогда прям вообще громкие такие сообщения. Ну, раз уж я здесь, Мне может, и самому я так чем-нибудь тоже пригожусь. кажется. И потом я хотел на это взглянуть. Даже спустя столько времени. Тем, кто впервые это слышит, наверное, Арно действительно Вестер — пугаются даже. нильфгаардское имя. Родом он, кажется, из Метины, но убивал повсюду, от Дальнего Юга до Драконьих гор. Я о нем не слышал. Он брал себе разные имена. Брэндон Вильф, Аппа Саксон, Манфред Смешок. Манфред Смешок? Хорошее имя для комедианта. Его жертвам было не до смеха.
Он вырывал им зубы один за другим, а потом разрезал рот от уха до уха. Смотри, оба. Ты думаешь, они правда здесь? Не знаю, но, как я уже говорил, я стал очень осторожным. Блин, до этого ехали, и полдороги он молчал, настолько мало было диалогов, а в этот раз я специально ехал медленно, и все равно он не успел договорить, все равно прервался. Разговор прервался. Как-то они странно это разделили по количеству слов, скажем так. А если я второй Ведьмак не играл, то лето в игре вообще не увижу. Ни квестов, ни всего остального. Нет, там в самом начале игры, в прологе, можно было на вопросы этого самого генерала Буаорхеса, пока Геральта брили в Визиме, на его вопросы поотвечать, и от этих вопросов как раз зависело, встретишь ли ты лето сейчас вот тут или нет. И не только лето, там еще кое-что зависело от этого. Можно, конечно, Ведьмака второго поиграть и там сохранение импортировать. Красивые кони. Они, должно быть, стоят больше, чем И таким образом. А можно просто вот выборы сделать определенные. Хотя, когда даже сохранение импортируешь, там все равно, по-моему, надо эти выборы делать. Не помню. У вас в руках такое... Что в этом сарае? Сено. У вас гости? Беги к родителям. Пусть заберут из дома все ценное и сматывайтесь отсюда. Понял? Вот молодец. Отдай это маме. А теперь беги. Напугал ребенка. Что ты дал ему? Компенсацию. Будь здесь и не вмешивайся, что бы ни случилось. Заткни уши. Кабум! Что там такое, мать вашу? Гром какой или что? Молчать! Что-то одеты они как обычные бомжи, они как какие-то страшные наемники. Знаменитые Рад прям. видеть тебя живым и здоровым. Забавно. Второй раз за сегодня слышу эту ложь. Это не ложь. За живого я получу больше. И сколько же? Хватит, чтобы прикупить усадьбу в Ковере и жить там припеваючи до конца дней. Неплохо. Не каждому везет узнать цену за собственную голову. Большинство не хотят этого знать. Но зачем ты пришел? Решил облегчить мне жизнь? Да мы тут мимо проезжали. И я решил, наконец, взглянуть на славного Арна Вестера. Ты мне льстишь. Жаль, не выйдет познакомиться поближе. А что такое? Уже уезжаешь? Нет, просто я тебя сейчас убью. Собрался меня убить. Но за живого А же ведь больше ты меня платят. даже не знаешь. Нехорошо. Придется тебя за это наказать. Но убивать я тебя не буду. Просто отрежу тебе обе руки. Всем поотрезаю руки. Одному за другим. И культяшки будут вам до конца дней напоминать, как вы ошиблись. Сука, ебись с цыканем! Поговорить с человеком не дал. Он меня спровоцировал. Против тебя мы ничего не имеем, но одно неверное движение и... И что?
кончишь, как он. Ну, что скажешь? Что я скажу? Я скажу, что вам конец. Конец. Немного позже. Зангвибарский яд. Что-то не так. Ты еще тут? Я еще тут. Если бы не я, тебе отрезали бы голову. Ну вот ты и пригодился. Мог бы меня предупредить. Тогда б забавы не вышло. Это, блядь, что такое было? Не так громко, Геральт. Я только что воскрес. Кстати, зангвибарский яд еще может тебя убить. Антидот есть? В сидельной сумке. Сейчас выпью и через пару дней буду как новый. Зачем ты все это устроил? Я говорил, что за мной гнались от самого Локмуинна. Их было много. Как-то раз я попал в засаду, едва не погиб. Тогда я решил, что с этим надо заканчивать. Раз и навсегда. Я разыскал банду Вестера и подкупил арбалетчика. Остальное ты знаешь. Живой. А я думаю, что он сел на труп смотрит. Ага. Вот тебе и поворот. Ты не боялся, что он тебя обманет? Так же, как Людвиг? Пришлось рискнуть. Если бы ты не вырезал всех свидетелей, весть о том, что Лето из Гулеты мертв, разлетелась бы по всему континенту. Мог бы меня посвятить в свой гениальный план. Я ж сказал, не влезай. План мой похерился, значит, придется залечь на дно. Вот такое себе посвящение. Мог бы переждать в Каэр-Морхене. С твоими друзьями из школы Волка? Нет, спасибо. Это плохо кончится. Скажи им, что тебя послал я, они поймут. Каэр-Морхен, говоришь? Почему нет? Закончу кое-какие дела и отправлюсь туда. Тебе чем-нибудь помочь? Нет, спасибо, я сам справлюсь. В таком случае увидимся в Каэр-Морхене. До свидания. До встречи, старый знакомый. Лето из Гулет. Итак, с этим заданием разобрались про лето. Еще надо бабки квест сдать. С чего все начиналось, собственно. Льдом были изукрашены. И еще награду получить. Я Больше вчера награды. грибы послала. Больше, больше. Одних
У нас, понимаешь, больно много ртов Ух! надо. Что ж Моя ты кума забыл? довязала покойницу. Теперь остальные. А вот и ты. Что с моим домом? А вот и я. Там уже безопасно. Но у меня есть и печальная новость. Я нашел твоего брата, замурованного в стене. И вот это. Так значит, Родерик, значит, мой муж его убил? О, небо! Мне очень жаль. Правда бывает жестокой. Но время назад не вернешь. А ты, случайно, не находил шкатулки с моими сбережениями? Я видел ее. Это Находил. очень щедрая награда. Ты ее заслужил. Мне пора. Да хранят тебя боги. Поехали Вот в и деревню вся задание, история. а этот девку трахнул. И кровавый барон хер чего ему сделал. Дубинистый рос. Падение дома Риардон. Моя кума-то видала. Чего? Покажи. Вот это у меня хлама. Но уже денег нет. Бывай. Итак, с этим разобрались. Чем дальше займемся? Масло против инсектоидов. Дальше. Сюда я вне стрима съезжу. Этим вопросиком. Дальше вот сюда можно было бы еще сходить. Ну и может в Актимпур даже поехать. А вот эти все вопросики я вне стрима тоже сделаю. Может быть. Давайте. В Аксимпурте там много чем будет заняться. И главное, что там сюжетка. Нам так и так туда надо. Отдохни. Что это тут? А, бандит. Одинокий бандит. А, каннибал. У тебя сегодня плохой Прям день. каннибал. Дверь, блин, пусти меня. Дверь против меня.
Ко мне. Ракушки. Ракушки. Но пошла. No. На этом мосту вроде квеста нет уже. Так, тут я мимо поеду. И мимо вот этого всего тоже. Но! Ведьмак! Ради богов, помоги мне! Ой, меч уже ломается. Секунду. One moment. Всё. Ну давай, не стесняйся. У меня найдешь все, что нужно. Вот что значит, мать твою, нанять слишком дешевую охрану. Спасибо тебе, ведьмак. Не знаю, что было бы, если бы не ты. Твоя охрана сбежала? Не успели, к счастью, мать их так. Ты же их и порубил. Ха! Они только и ждали, пока мы отъедем от жилья. А ведь я еще сам проверял, хорошо ли они вооружены, паршивцы. У нас против них шансов не было. Наверное, они решили, что ты им мало заплатил. Да где там они и так получили больше, чем должны были? Пошли слухи, что по большаку рыщут гули. Или еще какая-то нечисть. Так что пришлось им доплачивать. Никто другой не хотел с нами ехать. Думаешь, вот эти вот справились бы с чудовищами? Раз уж они не справились с одним ведьмаком, сомневаюсь. То есть для них один ведьмак это слабее, чем кучка чудовищ. Ну, не сказал бы я. Что ты как-то трезво оцениваешь ситуацию, мистер. Наемники не лучший выбор в нынешние времена. Охрану каравана лучше поручать кому-нибудь более проверенному. Я разорюсь платить людям постоянно. А этих ты откуда взял? Они вроде как дезертиры из Темерской армии. Я уж думал, кто-кто, а эти должны знать свое дело. В некотором смысле они знали его слишком хорошо. Как же вы добрались до самого Велена? Здесь сейчас, кажется, не с кем торговать. Здесь есть барон. Может, слышал о таком? И неужели стоит ради него отправляться в такую даль? Если бы оно того не стоило, мы бы и носа не сунули в эти забытые богами края. Зато у нас здесь никакой конкуренции. Вообще. Спасибо за помощь. Возьми. Они должны были это получить, если бы благополучно довезли нас до места. Теперь это причитается тебе. Премного благодарен. 20 крон, ты смеешься, что ли? Что-то мне не верится, что они столько должны были получить. Где-то ты меня обманываешь, мистер. 20 крон. Ну ты смешной.
20 крон. 20 крон. Дальше сюда. Воксимпурт. Мимо всех вопросиков. Пока что. Нет. Мимо. Не застревай. А это что за деревня? Давай. Не торопись. Сейчас я тебе твою паршивую морду-то отряхтую. Фу, нога собачья. Вот сука. Что происходит? А, понял. Все, при них не лутаемся. Вот это заорали. Как резаные. Я еще испугался. О, уже стрим 3 часа ровно идет. Это время летит в Ведьмаке. В других играх время не так летит. Деревня Дебря. Дебря. Так, а тут можно уже лутаться? Никто не видит. Никто не орет. Бедных людей от этих головорезов защитить. Ну, кто? Не путайся тут. Ох уж эти звуки. Так, нет. На виду нет, не трогаем ничего. Только в домах. Так, это я уже боюсь трогать. Сохранимся. Так, вроде не орет. Ну и лут, конечно. Крутой выискался. Крутой, да. Что-то в этой деревне ни квеста никакого нет, ни события, вообще ничего. Так это и есть тот ведьмак Страшила. Так, еще раз Я у себя в носу сохранимся. кое-что поинтереснее находил. Нормально. Нормально. А ты любишь сверчков? Ты их грызешь или Нормально. глотаешь? Говорят, те с Нильфгарду совсем другие. Какие другие? Письки у них другие. Пахнут они иначе, чем наши мужики. Ха-ха-ха. Интересно.
Кто же это с черными шляется, а потом сплетни разносит? Вроде все тут. Народные люди кнутом проучат, не будешь такой заносчивый. Едем дальше. Чуть-чуть по пути отвлеклись. Перед самим Оксенфуртом. И хватит. Привет! Приветствую. Покажи свои товары. Блин, опять описание Бывай. сломалось. Такие, как ты, только болезнь. Ай. То отметка сломается, то описание сломается. Чё за фигня? Приветствую! Покажи свои товары. До нуля. Бывай. Тебя Вот. ждет смерть от А вот и отравления Оксенфурт. 3 фунтами стали. Прямо по курсу. Больше тут вроде ничего, никого нет. Перед мостом. Куда летишь? Добрый день, Вервер, добрый день. Ладно. Вроде никого, пошли. Через мост. У меня же грамота есть, все дела. Уж верно, нарушение Нильфом и вздохнуть не дает. О нем теперь по всей Тимерии говорят, а черные со страху когти грызут. Я это слышала. Ты чего меня толкаешь? Черные взяли Вейзина, возьмут и Новиград. Черная Тимерия — это никакая не Тимерия. Грамота есть? Нам бумаги без надобности. Мы сами из Новиграда. Смотри под ноги. Блин, дети достали толкаться и диалоги сбивать меня. Я за вами приглядываю. Тебе до сих пор... Что мои приветствия? Не смешат? Проходи. Смещить? Что, простите? Сейчас я тебе твою паршивую морду-то отряхтую. Вот ведь хамло какой. Ну да, просто ошибся. Такие, как ты, только болезни разносят. А что меня должно смешить? И дезертирию. Холера, опять я потерялся. Вот мы и в городе. Что, сука? Цивилизация, а то все эти болота да болота.
у нас есть гвинт, доска и сюжетный квест. Что-то не верится, что Нэнки чарами промышляла. Такая милая старушка. Черный кот у нее был? Был. Травы сушила? Сушила. А еще охотники у нее родимое пятно нашли в форме месяца. А ты слышала, чтобы она хоть кого-нибудь обидела? Она под пытками во всем призналась. Это из-за нее у Вильяма жеребая кобыла сдохла. Из-за ее наущений Густав жене изменял. А ты бы видела, как ее сжигали. Только огонь ей ноги лизнул, какие она проклятия стала выкрикивать. Вот и вышла наружу вся ее натура. Эй, Седой, а ты чё такой белый? Скользкий ты какой-то, сдается мне. Ну что, они каждый раз либо тупые, либо неожиданно появляюсь. Я уже привык. Знаешь ли. Да здравствует король. Дезертирию разносит. Дизентерию, в смысле, имеешь в виду? Разносит смешной каламбур. Ой, тут этих каламбуров на каждом шагу. Чем быстрее наши ребята Так, местный парикмахер. Мое почтение. Чем могу помочь? У тебя Мое есть почтение. бритвы и ножницы? Отлично, подстриги меня. Да я как бы уже не стрима успел сменить имидж. Так что не надо. Как там в сказке было? Это у рыцаря были белые волосы, или он на белом коне ездил? Опять каламбур. Не лютыши дальше с хлеба смеяться. Это шутка для умных? Цеховой знак. Ничего не понял. Нет, там прям про дезертирство сказали, а не дизентерию. А, я, видать, чуть-чуть прослушал этот момент. А? Ага. Так, я уже боюсь тут в городе что-то лутать сейчас. В любой момент. Как налетят на меня стражники. По башке надают. Стоять! Стою. А ты куда собрался, братец? А тебе что за дело? Ты находишься в зоне Братец. военных действий, а мы тут военный налог собираем. А мне кажется, что вы на водку собираете. Я вам не братец. Интересно, будешь ты такой же дерзкий, когда мы тебя обвиним в шпионаже? Плати и не болтай. Я не дам вам ни гроша. Я же говорил, он шпион. Мы тебя арестуем именем доброго короля Родовида. Ну попробуйте. Доброго. Что здесь происходит? Докладываю, мы задержали подозрительную личность. Шпиона. Из Ведьмака такой же шпион, как из тебя, благородная девица. Еще раз поймаю вас за тем, что вы вымогаете деньги, всех отправлю на Восточный фронт. А ты, ведьмак, не крутись здесь. Спасибо, прощайте. Не шали. Это что за помощь такая благородная? Внезапная. Благодарю. Сэр. Вот такого угря вчера вынули. Длиною в 5 пядей, а толщиной с мою руку. А какой жирненький. Это не А. диво. В войну угри всегда дородные. О, это почему? Так они мертвяков жрут. А их сейчас в Фонтере полным-полно. Какая жизнь. Рыбы едят людей, мы рыб. Так оно все и вертится. Да, вот такая жизнь. Привет, Игорь. Да не поймешь, насчет хлеба там надо играть Team Fortress 2. А, ну тогда да.
Когда я ничего не пойму. Славный Геральт из Ривии, я полагаю. Да, это я, да. Очень славный. Да. Да. А сыграй лучше песню, наша милая. У меня тут все. Отчетов, ржаной вор. рыцаре были белые Бумаги, волосы, пожалуйста. или он И на бутылочку коне тоже. ездил? Чего желаешь? Если у меня нет этого сегодня, непременно будет завтра. Посмотрю, может, что-нибудь выберу. Так, во-первых, вот это раз. Карты 2. Хлам продать 3. Пока все. А, еще гвинт. Будь здоров. Этот стрим сколько планирует идти? Он уже 3,5 часа почти идет. Чем быстрее наши ребята чёрные Вряд ли сегодня будет 7 часов. Очень вряд ли. Чего желаешь? Но Если у еще меня нет какое-то этого время. сегодня, Какое-то время еще будет идти. Я бы сейчас лучше в карты сыграл. Так, первый гвинт за сегодня, между прочим. А. Ну, наверное, я так оставлю. Я думаю, он будет еще 2 часа длиться. Кто знает, кто знает. Ну тогда полчаса. Кто знает, кто знает. Хотя я только полчаса и смогу посидеть. Ну, как всегда. Сегодня шашлыки ел. Да ты что, издеваешься, что ли? Что начинается? Нормально же общались. Только не начинайте. Ну вот, не только я так думаю. Все хорошо шло. Полностью согласен. Мне тоже, Вер, мне тоже. Там Евгения говорила про всякие десертики.
Теперь Игорь за шашлыки. Ну что ж происходит, а? Блин, пусть только попробует у него какая-то офигенная карта выпасть, я буду бомбить. Я бомблю. Чего желает? Я бы сейчас... Я тихонечко, но бомблю. Или он на белом коне ездил? Два чучела. Это да. И Гошу. Ну догоняй. Оу. Не того ты чучелом забрал. О, вот это офигенная карта пришла. Вот только куда мне два чучела? Офигеть. Ну, все-таки победа. Я уж напрягся. И... не дал дождь. Это так же офигенно, как и ясное небо мне дать награду. Чтобы вы понимали, Игорь, это а-ля местное тухлое яйцо. Божественная награда. Которая явно того не стоила. Максимально.
Вот ты себе в любимые игры ХКС и ХК добавил? Да, я там чуть-чуть добавил. То любимые игры все расширяются потихонечку. Привет! Ну вот, пожалуйста, Ведьмак. Думается мне, будет у меня, наконец, интересная работа. У тебя же работы хватает. Ах это? Это заказ от Риданской армии. Делать одно и то же хорошего мало. Никакой тонкости не требуется. А ты, значит, хочешь совершенствоваться? Конечно. Ремесло, оно же как бабу трахать. Ритм словил, и все-то у тебя получится. Только в конце никаких оваций. Так что, есть у тебя какой особый заказ? Мы же говорим о доспехах. О чем еще? Покажи, что у тебя есть. Так вышло, что мне и правда кое-что нужно. Великолепно! Вот увидишь, ты останешься доволен. Так, а мне действительно что-то надо или нет? 9 уровень. У меня сейчас... На 9 у меня тут ничего такого и нет. А вот что-то есть. Ой, как плохо это. Не хочу. Вот 10. Вот 9. Блин, опять фигня. Короче, ничего не надо. Вот, починить можно. И гвинт. Будь здоров. Сохранить, я сказал. Спасибо. Приветствую еще раз. Так что, подкинешь мне интересно? Местное тухлое яйцо, оно самое. О, ты туда Nine Souls добавил, хотя не играл. Я добавил в тот список, которые игры планируются, они любимые. Внимательно читайте. Вижу, тебе 2D игры присмотрелись. Целые 2. Целые Silksong и Nine Souls. Ну и первый ХК. Ну целых 3. Или о чем-то еще? Не хочешь сыграть в карты? Больше там Гвинт, ничего к такого примеру. нет вроде бы. А или ты про мою любимую игру, про The War of Mine? Если ты о ней, то да, есть такое чуть-чуть. А в остальном не особо. Мало таких игр. У меня. Если брать в целом. У меня тоже такое есть, между прочим. Куча шпионов. Самый умный, что ли? А, какая фигня пришла. Догоняй. 4 карты разницы. О,
Все понятно. О, это победа. Вот бы почаще такие победы. Два 0 просто. Изи. Абая. Есть у вас Ну это что-нибудь хоть не от дождь. Божьего? Опять я потерял. Не ясное солнце. Вчера нашли еще один труп. Весь высосан, до последней капли. Только кожа да кости остались. Лера, страх на улицу выйти. Тебе-то как раз нечего бояться. Неужто ты не слышал? Бестия эта, она только на богатых нападает, а на нас даже и не посмотрит. Глупости все это. Какая чудищу разница, кто бедный, а кто богатый? Может, для него все на вкус разные? Знаешь, у рыбы, что в илистом омуте живет, мясо на вкус тоже не такое, как у той, что в горном ручье плавает. Это он хорошую аналогию привел. Нильфгаардский кесарь пусть меня в жопу поцелует. Понятно. Такая знаменитость. Ух ты. Это про меня? Такая знаменитость? А Я какая слышал, ты честь? купил 300 локтей черного сукна, правда? Ага. Дело всей жизни. Да ну, война идет. Люди покупают только самое необходимое. Так что ткани только дешевеют. Но ведь война когда-то закончится. А если победит Нильфгард, вот увидишь, черный материал будет в цене. А если победит Редания? Тогда продам сукно на саваны. Всяко заработаю. Инвестиции, между прочим, обсуждались только что. Есть охотники за колдуньями. Нетрезвых молокососов, извозчиков и школяров с кафедры философии не обслуживаем. А я что, похож на... хоть кого-нибудь из этого списка? Всегда лучше предупредить, чтобы потом не было проблем. А чем тебе шкалеры насолили? Давай не будем об этом. Что принести? Отличный монолог. Просто замечательный. Покажи мне свои товары. Карты, карты, карты. А чё у него вся еда в одном экземпляре? Кроме вот этого вот. Забавно. И гвинт. Конечно же, гвинт. Ты играешь в гвинт? Только ни с кем попало. И всегда с высокими ставками. С тобой я бы сыграл, пожалуй. С высокими ставками? Насколько Согласен, высокими? сыграю на твоих условиях. А чё ставок вообще не было? Коллекционер. Это я, да, я такой, если ты про меня. Угу. Неплохо. Ты что, с ума сошел? С такого начинать. Я так умею. Ух, имба получилась. Ну,
у него тоже неплохо. Догоняй. Минус карта. Я про его еду в одном экземпляре. Ну и про тебя тоже можно. А, ну ладно. Не, это на потом. Шпионов же тоже можно воскрешать. Точно, точно. Бесполезный мороз. Хотя, может, не такой и бесполезный. Ладно, неважно. Не люблю я проигрывать, но это не значит, что не умею. Карта и награда твои. Ты игрок бывалый, знаешь, наверное, где найти редкие карты? В Новиграде у корчмаря Оливера поспрашивай. Он сам поигрывает, хотя до меня ему далеко. А вот шинкарь из корчмы на распутье в Велине посильнее него будет. Йеннифер. Это должно быть офигенная карта. Ну-ка. О, да. О, да. Она еще и для любой фракции подходит. Прям вообще. Супер-пупер. Такая знаменитость. Ох. Какая знаменитость. Опять этот мужик. Так, я тут ко всем зашел вроде бы. Тогда пошли вот сюда, на сюжетный квест. Поговорить с дочерью барона. А сыграй лучше песенку про шкалера, что по пьяни пришел на лесопиль. Нас-то не хотели через понтер пропускать. Я ищу Тамару, дочь кровавого барона из Велена. Твой брат сказал, она здесь. Так вас Милздарь Войцех прислал? Иначе как бы я тебя отыскал? Погодите, Милздарь. Я ее сейчас приведу. Котики. Которые не шипят на Геральта. Чудеса какие-то. Подозрительные. Ты меня спрашивал? Кто ты? Тебя отец прислал? Я хотел убедиться, что ты жива и с тобой все в порядке. Меня зовут Геральт из Ривии. У меня все замечательно, Геральт из Ривии. Так как никогда прежде не бывало в моей несчастной жизни. Теперь, когда ты это узнал, прощай. Подожди. Нам не о чем разговаривать. У тебя есть полное право злиться на отца, но он беспокоится о тебе. Полное право? О, большое спасибо. Как это ценно получить одобрение наемника. Мой отец беспокоится лишь о том, есть ли у него чем набраться.
Ты права, он мерзавец. Он, конечно, не святой, но он всю округу поднял на ваши поиски. Мне кажется, для него в эту минуту нет ничего важнее, чем найти тебя и твою мать. Я в людях кое-как разбираюсь. Жаль, что он раньше о нас так не заботился. Особенно о маме. Он совершил ошибку и понял это. Я не оправдываю его, просто говорю, что он наконец осознал, что натворил. И что вы очень нужны ему. Замечательно. Я все приняла к сведению. Ты приехал, чтобы мне об этом сказать? Прежде чем я согласился тебя искать, барон рассказал мне вашу историю так, как ее видит он. А что расскажешь ты? Моя история скучна, как жизнь на болотах. Мое первое детское воспоминание. Пьяный отец лежит под лестницей, облепленный грязью, и сжимает в руках бутылку. Примерно так же прошла еще дюжина лет. Отец пил беспробудно. Пропадал месяцами. Потом возвращался и закатывал такие скандалы, что только мебель летала. Как же я радовалась каждый раз, когда он собирался на войну. Помню, как он орал на маму. Бил ее аж до хруста. Она плакала. Я тогда пряталась под кровать и ждала тишины. Вот и вся история. Помножь это на 19 лет, выйдет моя жизнь. В конце концов, чаша терпения переполнилась, и мы убежали. Удачи, Вервер. Я бы не хотел об этом говорить, но я знаю, что твоя мать потеряла ребенка. Из-за него. Он толкнул ее, она упала. Тогда все и началось. Мы были одни. Помощи ждать неоткуда, всюду кровь. Это была самая страшная ночь в моей жизни. Тяжело вам обеим пришлось. Мама была в шоке. Несла вздор, мол, все хорошо, что она не хотела этого ребенка. У нее, наверное, жар был, а кровь из нее лилась ручьем. Она не хотела ребенка? Она говорила, что скорее вспорит себе живот, чем родит ребенка от его семени. Войцех говорит, у твоей матери на руках были странные знаки. И что чудовище утащило ее в лес. Это правда? Мы ехали к реке. Вдруг мама вскрикнула. Скорчилась, чуть с коня не упала. Я подъехала ближе и увидела, как что-то происходит с ее руками. Они будто пылали. И тогда из леса выскочило это существо. Не знаю, что это было, но зарычало оно так, что у меня кровь пошла из носа. И я видела, как оно выворачивает деревья. Я в жизни так не боялась. Оно схватило маму и исчезло в лесу. Я хотела поехать за ними, но кони понесли. Теперь я даже не знаю, жива ли она. Что ты собираешься делать? Разыщу маму. Ты знаешь, что это может быть непросто. Я не настолько отчаянная, чтобы думать, что справлюсь сама. Но у меня есть новые друзья. Могущественные друзья, и они мне помогут. Что за новые друзья? Если это, конечно, не тайна. Никакая это не тайна. Через церковь Вечного Огня я вышла на охотников за чародейками. Это справедливые и отважные люди, и они мне помогут. Ну-ну. Так вот, откуда эти светильники. Справедливые, отважные люди. Ты увлеклась вечным огнем? Когда жар пламени Вечного Огня разжигает Вошла в твое секту. сердце, пламя до конца жизни ведет тебя дорогой правды и прибавляет сил. Это Желаю, уже по чтобы этим и ты словам всё когда-нибудь понятно. удостоился этой чести. Спасибо. Когда я был маленький, меня учили не играть с огнем. Обжечься можно. Это он хорошо сказал. А что будет с твоим отцом? Он меня не интересует. Я не вернусь к нему. Эта часть моей жизни осталась позади. Я не думал, что барон дойдет до того, чтобы нанять убийцу-чудовищ. Хотя, кажется, вы прекрасные следопыты. Не кажется ли его анимация как будто ускоренная какая-то на X2? Рад, что ты знаешь, кто я. А сам ты не представился. Граден, охотник за чародейками, на службе его королевского величества Радовида Реданского. Ты, должно быть, слышал о нас. Мне все уши прожужжали. Если кровавый барон прислал тебя за дочерью, лучше сразу смирись. В этот раз ты задание не выполнишь. Благодарю за заботу, но о моих заданиях беспокоиться не надо. Что до Тамары, она сама решит, что делать.
Это благородно с твоей стороны. Отказаться от платы ради блага человека. Охотники и Церковь Вечного Огня благодарны тебе. А все-таки интересно, что барон нанял для поисков дочери именно ведьмака. Отчаявшийся отец способен на многое, чтобы найти свою дочь. И это говорит ведьмак. Который тоже ищет свою дочь, А прикинь. говорят, мутации лишают вас человечности и отнимают чувства. Многие лишены человечности и без мутаций. Куда вы едете? Тамара должна отдохнуть. Ей через многое пришлось пройти. Когда тепло Вечного Огня восстановит ее силы, мы приступим к поискам ее матери. Надеюсь, ты понимаешь, во что ввязываешься? Никогда ни в чем не была более уверена. Вечный огонь — лучшее, что могло встретиться мне в жизни. В таком случае, остается пожелать тебе удачи. Спасибо, что ты оставил мне выбор. Всего Я доброго. это проходил. Привет, Назар. Я это проходил уже не один раз. В этот раз уже прохожу для канала, а не чисто для себя. Все, забрать, все мое. Сколько? Но точное количество прям не помню, где-то 5, может, раз. Вот это сейчас прохождение, это уже, может, как раз 5-е или, может, 6-е уже. Где-то что-то типа этого. Но не все прохождения были полными, если быть прям честным. Некоторые забрасывались на каких-то этапах. Но несколько были полных. Показалось. Так, тут все. Теперь по заданию нам к барону. Кстати, можно этот прикольный квест с еще одним троллем сделать, но может оставить на потом. Я тут лучше сначала вне стрима эти вопросики посмотрю, а потом на следующий раз составлю его, чтобы потом прийти уже. Наверное, так. Сейчас лучше пойдем к барону, наверное. Сразу же тогда. Не тянуть. Барон как накатит, так злой делается. А пьет барон без передыху. Да я в курсе. А ты знаешь, что такое коррекционные звездюли? Пам-парам. Погодите, тут днем кое-что вроде должно быть. Что, неплохая работа моему Любушке подвернулась. Оно, конечно, не худшее. Где еще не сейчас. Вчера вот целое ведро очисток Ладно, значит не сейчас, потом должен появиться походу. Ничего страшного. Как вырастут,
отдохнуть. Стану мальчиком. А сейчас ты кто? Девочка? Да, девочка. Вырасту, стану мальчиком. Интересные желания. Чем могу служить? Со стороны это забавно выглядит, наверное. Я про медитацию. Ну, наверняка, да. Я хочу посмотреть. Посреди города такое происходит. Ладно, это еще где-то в лесу, где мы одни. А как из блюдца дерево создается? На картинке же как будто это какое-то фарфоровое блюдце, а не деревянное. Хотя, может, деревянное. Не знаю. Бывай. Так, пошли к барону. Барон как накатит, так злой делается. А пьет Скажу, барон без все передышки. скажу, где по краже спрятана. Мои дружки давно уже добычу поделили. Ведьмак, можно тебя на минуточку? В чем дело? Что вы делали с бароном в ту ночь, когда он велел всем в домах закрыться? Спроси об этом барона. Кстати, где он? Все время сидит в саду. Пьяный? Нет, ничего не ест, ничего не пьет, просто сидит там. Тебе здесь делать нечего. Вот ты где. Видишь мальвы? Вот эти вот голубые. Я привез их из Назаира. Не вижу Анна ничего вычитала голубого. о них в каком-то рассказе. Видел И желтый, хотела, фиолетовый. чтобы у нее непременно были такие же. Часами за ними ухаживала. Походу он дальтоник. Такая она тогда была счастливая. А вон те, смотри, такие лохматые. В зарекании их называют райские бутоны. А Тамара говорила, райские драконы. Она очень их любила. Жаль, я никогда не узнаю, какие цветы понравились бы Дее. Эх, но теперь я хоть знаю, что ее дух свободен. Я понимаю, как тебе больно. К сожалению, мы мало что могли сделать. Теперь уже не важно. Понятно, что было слишком поздно. Раньше надо было думать. Надо было увести их из этого чертова Велена. Все из-за этой сраной дыры. Здесь ничего не могло сложиться по-хорошему. Ну, не только из-за дыры. Еще из-за тебя. У меня есть весть о твоей семье. Ты что-то узнал? Да. Пойдем внутрь. Холодно тут. Не только узнал, но и встретился с одной. Есть новости? Твоя дочь в Оксенфурте. Что? С ней все в порядке? Она здорова? Там безопасно? Почему ты ее не привез? Я не говорил, что привезу ее. А-та-та. Миллион Откуда вопросов. Ты знаешь, что у нее все хорошо? Ты хоть видел ее? Да, мы говорили пару минут. Она позволила передать тебе, что с ней все в порядке. Когда она вернется домой? Никогда. И что она к тебе не вернется. Как это не вернется? Но я тут все для нее приготовил. Комната ждет. Я послал за новыми туфлями в Туссент, а она не вернется. Она не вернется. Не вернется и все. И я не удивлен. На ее месте я бы тоже не захотел возвращаться в такой дом. И все тут.
Я уже знаю твое мнение на этот счет. Можешь не повторять. Я знаю, что не был хорошим отцом. Но, может, еще не слишком поздно. Ну так что ты Попробуй удивляешься? добиться ее прощения. Попробовать-то можно, но на оглушительный успех я бы не рассчитывал. Мне терять больше нечего. Так, хорошо. А что с Анной? Узнал что-нибудь? Пока ничего, но я нашел ее след. Ну и чего тогда ты ждешь? Что ты расскажешь о Цири, как договаривались? Ну ладно, я раз обещал. Когда Цири оправилась, мы ее на охоту взяли. Ну, чтоб проехалась, кости растрясла, а то она долго лежала. Пошли флешбеки. А девушка-то твоя счастье приносит. Мы такого вепря загнали. Сам король Фольтест, будь он жив, на него слюной бы истек. Цири! Поди сюда! Тебе причитается порядочный кусок. Ну, девка, неплохо ты себя показала. Неплохо-то неплохо. Но кто ж на кабана с мечом ходит? У меня не было ни лука, ни копья. Значит, оставался только меч. И здорово ты им орудуешь. Где ты так научилась? В Каэр-Морхене. Там школа ведьмаков. Туда ж только парней берут. Для меня сделали исключение. Чё, хочешь сказать, что ты ведьмачка? Не до конца. Я не прошла мутаций. Но всему, что я умею, меня научили ведьмаки. А в эликсирах ты тоже понимаешь? Вроде того. А то, видишь, иногда у меня в крестец так стреляет. Заткнись, Игрен. Никому твои крестцы не интересны. Бабу, что умеет мечом работать, я уже видал. А вот чтоб верхом ездила, это ни одна не сможет. Да и что ж тут удивляться, если вы, сука, боком сидите? Может, поспорим? Что ты меня верхом одолеешь? А давай! На что? На вороную кобылу, что стоит в конюшне. Хреново дело. Что это ты в лице переменился? Баба испугался? Это моя лошадь. Состязаться с самим бароном — большая честь. Ого! Хотел бы я на это посмотреть. И я тоже. Заметано. Но если я выиграю, то возьму твой меч. Идет. Вообще-то Ну, заезд смотри, сегодня не планировался с другим, Поскачем на рассвете. но получилось как получилось. Сдается мне, ездить верхом полегче будет, чем мечом владеть. Сдается мне тоже. С чего он взял, что на лошади ездить намного сложнее женщинам, чем с мечом орудовать? Мне кажется, наоборот должно быть. Светает. Готов? Как никогда. Скачем на перегонки. И то не сильно прям уж. По коням! Ладно, неважно. По коням. Давай, Цири, удиви нас! За Геральтом и в скачках еще не участвовали, то хотя бы за Цири тут погоняем. Будем считать это обучением каким-то. А ну покажи ей! Давай, давай! Энергия закончится. Шибче, девонька! Девонька. Ага, как раз энергии. Тютелька в тютельку хватило. Вихрь, а не девушка. Ты достойна самого лучшего коня. Кобыла твоя. Благодарю! Что?
Она кричала, как сумасшедшая. Все? И все о споре тут же забыли. Все бежали, сломя голову, лишь бы шкуру спасти. Ох уж кусочками рассказывает. Удалось? Ну, одним да, другим нет. По Но капельке. то, что вот потом случилось, должен сказать, я много чего в жизни повидал, но вот такого. Ох, интригант. Ага, какой знакомый взгляд. А ты быстро учишься. Остальное узнаешь, когда отыщешь мою жену. Я этим занимаюсь. Что-то результатов не видно. Я не сразу понял, что они разделились. Но не беспокойся, я найду Анну. Пока я не взялся за дело, у тебя вообще никаких результатов не было, так что не выделывайся. Прощай. Прощай. Стаканчик накатил. Водки у тебя часом. Выпускай, урода. Я думаю, урода. Буди его. О боже, не сюда. Уже в подвал и спустился. Ну куда? Пора. Так, я хотел еще проверить вот эту пещерку. Не казалось, я там кое-что упустил. Ой, как больно. Я думал, не получу урона. К итогу чуть не помер. Так, быстро-быстро глазами пробежались. Ничего ведь тут больше нет. Под водой вот я не смотрел, по-моему. Ну да. Под водой сундучки. Только эти. Больше нет. Да, отлично. Кстати, насчет скачек. Как раз вспоминал о них, и как раз у нас типа обучение прошло. Можно теперь уже заняться полноценно ими. Почему бы и нет? Сейчас только добегу и отойду ненадолго. Ну, кто еще поскачет? Я поскочу. Но не прям сейчас, через пару минут. Сейчас вернусь.
все, я тут. Привет, Дмитрий. Уже третий раз за сегодня. С возвращением опять. Итак, у нас гонки. Мы можем поговорить? Можем. Только коротко и по делу. Я болтать не люблю. Я Радко. Устраиваю здесь во Вроницах скачки. Ты сам слышал. Хочешь попробовать? Скажи. Не хочешь — проваливай. Я хочу записаться. Да не нужно ничего писать. Просто приходи на закате и приноси золото для ставок. А, вот и ты, наконец. Правила простые. Выбираешь соперника, с кем хочешь держать заклад. Делайте ставки, потом скачете. Туда и оттуда. Кто первый, тот и молодец. Кто второй, того нахер. Ясно? Так с кем ты хочешь гоняться? Ясно. С Матюхом Заикой, с Гансом Железным Гузном или с Черным Богданом? А что, со всеми надо? Пусть будет Матюх Заика. Вот увидишь. Я тебя... Эх, сука! Ну, выкладывайте ставки и поехали. Ненавижу гонки. А чё? 3, 2, 1. Давай. Что-то старт какой-то был немножко неудачный. Но не важно. Дороги увольни! Матюх скачет! Так, энергию восстановили на повороте. Хорошо. Ну! Пошла! Дороги увольни! Матюх скачет! Эй. Славно, славно. Видать, ты не только в чудищах разбираешься, но и в лошадях. Вот твое золото. А как придет охота снова погоняться, ты приходи. Ну, кто еще поскачет? Угу, походу реально со всеми тремя надо. Да как же, будешь состязаться или нет? Оу, седло дали. Я хочу записать. Да не нужно ничего писать. Мое почтение, Седой. Так с кем ты хочешь? Пойдем, Ганс, посмотрим, насколько у тебя жопа железная. Я полжизни провел на коне, а вторую половину на пони. Меня не обскачешь. Ну, выкладывайте ставки и поехали. По коням. Быстрей, драчка, быстрее! Я тебе яблочко дам! Ну, пошла. Быстрей, драчка, быстрее! Я тебе яблочко дам! Тут даже маршрут был тот же. Славно, славно. Видать. Славно, славно. Ну, кто еще поскачет? Да как же, будешь... Я хочу записаться. Да не... Мое почтение, Седой. Ну, теперь сумки дали. Так с кем ты хочешь? Последний.
В этот раз я прокачусь с черным Богданом. Это правда. Прокатишься. Ну, выкладывайте ставки и поехали. По коням. Пошли! Эй, ведьмак! Скачки легкие. Это самые первые. Веленин. Тут все самое легкое пока что. Кулачные бои, гвинт, скачки. Вот дальше там на Виграде, на Скеллиге. Там уже сложность будет повышаться. Там уже нужно будет седла новые, более улучшенные одевать. И прочее снаряжение для плотвы. Эй, ведьмак! Что тебя мать рожать не хотела? Кобылу загоню, а первый буду. Не торопись. Славно, славно. Видать, ты не только в чудищах разбираешься. Вот и все. И все куда-то испарились. Скачки в Роннице пройдены. Что мне там надавали? Есть что-то покруче, чем у меня. Фигня, фигня, фигня. Понятно. Ничего, нормально. Так, первые скачки прошли. Куда дальше пойдем? Так, тут что-то новое появилось на доске. Эй! Нарисовано же на карте, что что-то тут должно быть, а тут ничего нет. Что за баги опять какие-то? Ладно, потом глянем. Дальше, куда-то пойдем дальше. О, кулачные бои. Следующие. Говно он, а не барон. Приперся сюда разбойник, а с ним весь этот сброд. Ты смотри, что говоришь, дед. А что мне сделают? Говорю вам, черные его в скорость прогонят. Или закончат, как прежний, который во Вронницах правит. Самый белоголовый. Кто решится помериться силами с кузнецом? Победителя ждет награда. Что такое, Седой? Чего? Вронницы 10-й дорогой обходить. В смысле чего? Может, ты пришелец? Ты, Конец. похоже, отчаянный забияка. Скрип не хотел работать Такой на турнире почему-то. ему пригодился. Да и тебе сплошная выгода. И подзаработаешь, и кулаками помашешь. Ты как? Я готов драться. Люди, через минуту начнется мордобой. Ведьмак сойдется с кузнецом, который расплющит ему морду, как брусок раскаленного железа. Я у себя в носу кое-что поинтереснее находил. Ну давай.
Неплохо. У тебя есть шанс стать первым. Остался только Йоныш. Удачи! Ну и подумай. Видно, что ты человек бывалый. Так скажи мне, хватит ли бабу? Привет вам. Говорят, ты играешь в карты? Верно говорят. Времена сейчас тяжкие, а хорошая карта может оказаться ценнее золота. Так что, сыграем? Сыграем. У нас сегодня то гонки на лошадях, то мордобой, то гвинт. Прям всякие развлечения на любой вкус. Ну это жесть какая-то. Че, семерка осталась? Ну конечно. Что-то это поражение. Понятно. Проиграл. Тебе, верно, колоду надо другую. Да не надо. Привет вам. Ну как, корчмарь, не хочешь ли сыграть в карты? Еще бы. Ну так как? Сыграем.
Привет вам. Ну как, карт? Еще бы. Сыграй. Последний раз. Если нет, нет, значит нет. О, какая классная карта у него осталась. Вот так бы почаще. А то остаются всякие десятки там, видишь ли. Вот это уже победа. Вот такое я люблю. А то рандом всегда против меня. А то хоть иногда будет за меня. Признаюсь, я недооценил тебя. Что ж, за глупость надо платить. Уйдет моя лучшая карта к тебе. И что за карта? Менно Койгорн. Это Нильфгардец. Да. Десятка. Неплохо. Откуда боги привели? Так. Тут уже починилась эта доска. Сейчас проверим. Да, починилась. Но тут ничего нет. Чё мне игра обманывает? Говорят, женщины севера моются раз в 3 месяца. Ладно. Тут заказ. Не по уровню только. Тут гвинт. И заказ на лишачиху. Идем сюда. Будем еще заказ делать. Как раз по уровню. Ну и гвинт там еще один. Рядом. Иногда так повезет, что лучше Мой пешком брат пройти. снова потащился к этой колдунье. Говорю тебе, она какие-то проклятия на них насылает. Так, ну попробуем еще раз этим гадку. Колода у меня уже чуть-чуть получше. Хочет. Ну давай сыграем. Пока что с ним самые трудные бои, потому что у него колода какая-то. Имба.
Так, это куда? Дальний бой. Блин, жалко. Оу. Не знаю, не знаю, как мы его победим. Только надеемся опять на рандом какой-то. Офигенный. Которого не будет, походу. Это поражение, я уверен. Ну да. Гадко. Ладно, еще чуть-чуть попробуем. Гадко не хочет Ставим поиграть? все равно на Хочет. потом. Это какая-то невероятная Давай у него сыграем. колода. Это жесть просто какая-то. Я первый ход. А можно не я первый ход буду делать, а? Достали со своим первым ходом. Гадко. Первый ход это А гадко нехорошо. не хочет Хочет. Я хочу второй ход. Ну давай. Ты задолбал, игра харе. Гадко. Подкрутка какая-то А идет. гадко не хочет. Гадко. Ну да. Да ладно. А гадку не хочет? Хочет. Вот и пообщались. Ну, карты, конечно, карты. Рандом. Фигню творит полную. Ну что ж ты мне даешь такое? Нет слов. Вот это хорошо, что я лидера выбрал нужного. Ой, спасибо, он даже за меня это сделал. Как приятно.
Как приятно. Это что, победа? Смотря, что у него там осталось. Ну-ка, ну-ка. Нет, это не победа. Это ничья. Господи, я его когда-нибудь победю или не победю? Ну тут победа будет только тогда, когда у него рандом не зайдет, а у меня зайдет. Иначе никак. У меня есть дождь и туман, но не мороз. Великолепно. Божественно. Невероятно. Он меня бесит Гадко. просто. Это что за колода долбаная А какая? Гадко не хочет... Хоть. Это рандом Ну, невероятный. Уже второй стрим с ним тут ковыряемся. Всех побеждали. Вот с этим мелким, блин, тут возимся уже который раз. Это чё творится, а? Чё творится? Опять у меня первый ход еще. Не хочу первый ход и все тут. Гадко. Гадко мега А везучий, Гадко не блин. хоть... Хоть. А точнее просто колода Ну, у него давай. такая офигенная. И тут любой, кто будет играть на такой колоде, будет бой какой-то. Я выманиваю его лидера. Все. Тупик.
чучело пригодится. Божественные карты. Это победа. Это победа. И прошло 100 лет. Или он мне поддался просто. Гадко проиграл. Бывает и так. Награда твоя. Бери. Не знаю, поддался или нет. Мне главное, что этот ужас бесконечный закончился. Тип попытки. Ой, карта действительно хорошая. Сохранится обязательно. Приветствую. Вы по какому поводу? Приветствую. Я по поводу объявления про лишачиху. Ты его дал? Так и есть я. Вы бы этим не занялись? Вы же ведьмак, верно я понимаю? Я такого видал на картинке у бабки в книжице. Монструм или же ведьмака описание. Ну, как сейчас помню. Нам-то жуть. А для вас что там какая-то лишачиха? Какая-то. Поговорим о награде. Ну, давайте. Так сколько вы хотите? А я тут чуть-чуть. Капельку. Ладно. Пускай будет по-вашему. Я займусь этим. Кто-нибудь видел эту лишачиху? Может о ней рассказать? Старый Вильям, должно быть, видел. Но он вам ничего не скажет. Слабое у него было сердце. Нашли мы его утром на полях. Так что люди-то теперь боятся по ночам выходить. Но вы поговорите с Агнетой. Она на краю деревни живет. Вроде она видала призрака. И с ней ничего не случилось? С ней? Да она 3 мужей пережила. С такой-то бабой и лишачиха не сдонжит. Прически с модами тоже накатывал? Сначала да, но потом убрал. Там все равно этот мод ничего интересного для меня не добавил. Только всякие кринжовые прически. Ну, кто? Поэтому убрал этот мод. А это из классического Ведьмака. Из ванилы. Это не мод. А красивая у тебя висюлька. Бедный Мирко. Остался один-один. Говорят, ты можешь рассказать про призрак? Да, видела я ее. Лишачиху видела. Как тебя сейчас вижу, ведьмак. Как она выглядела? Попробуй ее описать. Ну, по правде сказать, не то чтобы я ее разглядела. Ну да, ну да. Смеркалось уже. Начинается. И тут мне Я какое-то видела, облако бледное но не то чтобы и повластилось, видела. Будто пар. Подошла я ближе, а облако густеть начало. И увидела я, будто лицо в тумане. И что было потом? А что должно быть? Думаешь, я ждать буду, покуда она мне вся покажется? Побежала я в деревню рассказывать. Ясно. Говоришь, она появилась сразу, как стемнело? Это важно, спасибо. Будь здорова. Вам чего тут? Что это у тебя? Я пойду пока. Пока, Игорь. А я тебе говорю, это все из-за его шлюшки. То, что пошел, это я Куда вы понимаю. так спешите? А вот что со шлюхой своей? Это не баронские люди, а дикая охота деревню сожгла. Живой души призраки не оставили. Не хочу я в это верить. Здесь шла женщина, босиком.
Ткань. Возможно, часть платья. Она зацепилась за кусты. Судя по расстоянию между следами, она бежала. Потому и порвала платье. Кто за ней гнался? Бежать она не смогла. Он ударил ее ножом или перерезал ей горло. Странно, что нож он оставил. На нем засохшая кровь. Это может пригодиться. А в эту сторону он тянул тело. Здесь видны следы. Убийца отнес тело в лес и закопал. Могила неглубокая, он спешил. Что-то торчит из земли. Письмо? Похоже, девушку убил отвергнутый возлюбленный. Полуношница. Староста наверняка знал эту девушку. Надо будет его расспросить. Полуношница. Я как раз спрашивал, по-моему, на каком-то из предыдущих стримов, есть ли тут квест на полуночницу. Вот на полуденницу был еще в Белом саду. А это полуночница, значит есть. Привет, Лори. Как дела? Мне старика к ручью послать? Приветствую. Вы по какому поводу? Ты знал Зулю и Букая? Они, кажется, жили в этой деревне. Добрые боги! Откуда вы знаете? Начаровали, что ли? Они оба как сквозь землю провалились. Мы их неделю не видели. Я нашел могилу этой девушки и письмо. Из него следует, что она отвергла Букая, потому что любила другого. Зулиантек, да. Мы думали, они на север сбежали счастье искать. И Букай примерно тогда же съехал. То есть, значится, это призрачница наша Зуля? Не может быть. Такая добрая была девушка, такая ладная. Может, вы знаете, где они встречались? Ну, молодые-то обычно на поляну ходят, на запад от деревни, за поля. Зуля, добрые боги. Проклятие это я не сниму. Придется изгонять призрака, а для этого надо привязать его к месту. Днем полуношница не явится. Погнали. Против призраков. Бумс. Ирден.
Да, но тебе один удар остался. Ау! Если бы сейчас убила еще меня, в последний момент было бы капец смешно. Так, трофей опять сменили мне. Квен, Эрден, стихии. Не, все еще Грифона хочу. Трофей оставить. Мой-то снова потащился к этой колдунье. Говорю тебе, она какие-то проклятия на них насылает. И силу живую высасывает. Чего уставился? Ходит такой, от скуки бедных людей беспокоит. Приветствую. Вы Я избавился от лишачихи. Она больше не вернется? Нет, я знаю, как справиться с полуношницей. Ясное дело. Вот тут награда вам, как обещали. Спасибо вам, мастер-ведьмак. Прощай. Тот самый белоголовый. А я тебе говорю, это все из-за его шлюшки. То, что он на войну пошел, это я понимаю. А вот что со шлюхой своей не понимаю. Как вырасту, стану мальчиком. Зачем ему были нужны крысы? Сучьи твари! Лопатой бы их порубил или потравил бы, что ли? Ты видел, что он с ними делал?
Кейра? Что ты тут делаешь? Геральт, ну ты меня и напугал. Ну нет, колдун говорит, принеси мне крыс, только чтоб здоровые, а не у кота из глотки выдавленные. Это светильник из эльфской шахты? Что там насчет крыс? Ничего серьезного, потом объясню. Сначала скажи, что тебя привело. Зачем тебе этот светильник? Ты же видел, чтобы общаться с потерянными душами. Не знал, что тебя интересует магия такого рода. В этом нет ничего дурного. Ну да. А с чего вдруг эльф пообещал тебе светильник? Это был обмен. Ему требовалась сильная магия, и он почувствовал, что я не простая заклинательница бородавок. Я приготовила ему микстуру, замедляющую деградацию нервных тканей. Это лекарство может, например, остановить потерю памяти. И кому он собрался его давать? Он не сказал. Я просто обязан тебя спросить. Да, я тут скрыл. Ты... Это мы уже спрашивали еще при первой встрече. Чё оно мне опять светится, как будто мы этого не говорили. Ну, к делу. У тебя это да. Да. Наверное, от прежней колдуни тебе досталось порядочно рухляди. Это еще мягко сказано. Хочешь взглянуть? Хочу. Да, с удовольствием. Хочу. Ух ты, сколько всего. Вот это мне интересно в первую очередь. Но чуть-чуть попозже. Не прям сейчас. До свидания. Погоди. Сейчас я вернусь к тебе. Новые статьи Глоссарий и Бестиарий. Геральт. Я как раз начала скучать по тебе. Ты говорил, у тебя есть какая-то просьба? Да, есть. Ты же слышал о проклятом острове на озере Моречка? Мужики постоянно о нем рассказывают. Говорят, мол, там призраки обитают. И будто живым оттуда никто не возвращался. И что за проклятие на этом острове? Этого-то я и не знаю. Я должна его снять, а не смогла даже источник найти. Что-то же ты знаешь? Ну, проклятие как-то связано с башней. Там после нападения Нильфгаарда укрылся Всерат, властитель этих земель. В деревне, говорят, крестьяне с голоду поплыли на Коломницу просить еды. И их там перебили. Ты поможешь мне снять это проклятие? Я знаю, ты в таких вещах мастер. Очень тебя прошу. Почему для тебя это так важно? Не для меня, а для местных мужиков. Расколдуйте остров, барыня, вы же такая могучая колдунья. Пристали, покоя не дают. И что? Мне казалось, ты не особенно считаешься с местными. Ты же такая могучая колдунья. Если я не сниму проклятие, они могут решить, что не такая уж и могучая, чтобы рисковать и прятать меня от охотников за колдуньями. Не думал, что тебя настолько заботит чужое мнение и собственная репутация. Слушай, я не для того забралась в этот медвежий угол, чтобы так нелепо попасться из-за какого-нибудь хама с траурной каймой под ногтями. Так значит, крестьяне приплыли на остров за едой, а властитель приказал их перебить. В деревне, говорят, он их отравил. Какой симпатичный правитель. Я с ним не встречалась, но чародей с острова рассказывал о нем. И по рассказам Всерат не показался мне таким уж жестоким. На острове жил чародей? Ты его знала? Что с ним стало? Мы были друзьями.
Он погиб вместе с остальными. Там почти никто не уцелел. А те, кому удалось бежать с острова, позже умерли в мучениях. Но не думаю, что это был яд. Я тебе помогу. Я знала, что это дело тебя заинтересует. Тебе, разумеется, придется сплавать на Коломницу. Я счастлив. И что мне там делать? Сперва установи контакт с духами, которые блуждают по острову. Возможно, они подскажут, как найти источник проклятия. Думаешь, они окажутся настолько общительными? Да, если ты возьмешь мой магический светильник. Потом можешь оставить его себе, в награду. Ты сам увидишь, вещица эта весьма полезная. Может, ты просто сплаваешь со мной? Я уже пыталась пробраться на Коломницу. Но магия проклятия слишком сильна, у меня чуть голова не раскололась. И поэтому ты посылаешь туда меня. У тебя просто задрожит медальон, а у меня кровь хлынула носом. В Аритузе меня учили распознавать тончайшие колебания магии. А это было как удар кистенем. Ладно, не оправдывайся. Можешь взять мою лодку. Я оставила ее на берегу, рядом с деревней. Думаю, она до сих пор там. Если только не сгнила, как и все в этих краях. Как действует светильник? Берешь и светишь, или нужна какая-то магия? Просто поставь его в месте, где лежат кости, и услышишь шепот. Только это не всегда приятно. Могу представить. Я потом тебе все расскажу, исключая шокирующие подробности. Тебе не придется ничего рассказывать. Я дам тебе ксеновокс. Он позволит нам общаться на расстоянии. Ты будешь описывать, что видишь, а я смогу подсказать, что делать и на что обращать внимание. Никогда не слышал о ксеновоксах. Это примерно то же, что и мегаскоп, но гораздо удобнее. Просто говорящая магическая коробочка. Его сложно сделать? Очень. Поэтому они настолько редкие. Я бы точно не сумела соорудить ничего подобного. То есть ты не думаешь, что в ближайшем будущем каждый чародей заведет себе по ксеновоксу? Очень в этом сомневаюсь. Жалко, конечно, что эта коробочка пригождается за всю игру только в этом квесте. И больше мы ей никогда не пользуемся, к сожалению. А такая интересная штуковина. Как и многое в этой игре есть такое, что один раз только по одному квесту использовали, а потом оно просто валяется в инвентаре. Главное, отмечено как типа квестовый предмет, но больше не пригождается никогда. Интересно. Откуда у тебя ксеновокс? Я нашла его в шахте вместе со светильником. Сначала я подумала, что это часть светильника, и только потом поняла, что попало мне в руки. То есть он принадлежал эльфскому чародею? Да. Я и не знала, что эльфы пользуются такими вещами. Скажешь еще что-нибудь полезное? Пожалуй, нет. Ну, иди уже. Мне страшно интересно, что ты узнаешь на Коломнице. Так что потом обязательно ко мне загляни. И, Геральт, спасибо. Ого, еще стримится? Пока еще, да. Но уже, наверное, скоро будет все. Хотя я также говорил на том самом 7-часовом стриме. А мы уже сидим, я смотрю, больше 5.
Так всегда. Когда хотелось бы длинный стрим, то получается двухчасовой какой-то. А когда не планируется длинный стрим, то получается вот такие вот случаи. Все как всегда. Уже ты успел уйти, успел Игорь прийти, Игорь успел тоже уже уйти. Успел ты еще раз прийти. Только не успевают все приходить, уходить. Дмитрий тоже уже 3 раза приходил, уходил. Такие вот дела. Убил одного босса, сразу же подсунули еще боссов. Боссов мало не бывает. У тебя перерыв там, что ли, или ты уже наигрался на сегодня? Я и не так много наиграл, музыку писал последний час. Геральт, ты слышишь меня? Боже, напугало. Как у тебя дела? Я почти на месте. Прекрасно. Когда я вызову тебя попозже? Погоди, этот Ксенолокс. Я-то смогу тебя вызвать? Он работает в одну сторону. Доверься моей женской интуиции. Чему? Женской интуиции. Чему? Чудесно. Чудесно. Геральт не очень доволен такой перспективой. Мышиный остров, прямо по курсу. Геральт, ты уже на острове? Синагог сработает? Ты меня слышишь? У меня тут гости немножко Не заняты. слышу. Ну вот, уже сломалось. Уже сломалось. Долго продержалась эта ночь. Что? Я тебя не слышу. Будь очень осторожен. Блин, не надо было этот удар делать. Так и знал, что тут что-то должно быть. Но такими темпами основная игра может и быстро пройдется. Для тебя это плохо или хорошо? Жалко, что в этой игре есть функция автоматического доставания меча.
при входе в бой Геральтом. Жалко, что нету, когда он автоматически убирает меч, когда бой заканчивается. Это бы пригодилось. Но для меня это никак в целом. Игру-то не играл. Но и плохо уж точно не выглядит. Ясно тогда. Что-то на этом острове много всякой разной живности. И утопцы, и гули, и гнильцы. И это еще не все, наверное. О, еще сколько там всего бегает. Прям живность. Такие бродит тут. О, это что за туман летающий вообще? Сжечь. Все. Смотри, какая музыка заиграла. Новая. Как так-то я же уклонился? Бродит.
Еще одна лодка. Что это за какой-то непонятный... Ау! Непонятный вид противников. Просто рой какой-то. Даже бестиарий никак не обозначается. Ну, по-моему, их больше в игре тоже нигде не встретить. Только тут. Уникальный такой фактор. Водная баба. Черт! Насколько я понимаю, мне уже немного осталось проходить. Уже немного? Что ты за пару дней уже все успел пройти? Она что, такая небольшая? Мы Silksong сколько стримов проходили по много часов? Она по сравнению с Silksong прям настолько меньше? Или ты просто так успешно шел по игре, что за столько времени уже многое прошел? Ты же не спидранил, по идее? Попробуем светильник Кейра. О. Милка, уходи Призраки. надо. Ну что ты там, живей? Милка! Милка, что с тобой? Не знаю. Горячо. Жжет. Что? Нет. Не подходи! Не оставляй меня. Ну, сужу по найденным местным амулетам. Их мне там найти осталось штуки 2 для полной коллекции. Ну, если так судить, то возможно. Но может оно не как-то... В смысле, не влияет, может, наоборот. Амулеты может закончиться, но игра все еще будет где-то там дальше продолжаться. Или еще какие-то фичи новые появятся. Может же такое быть. Так, вроде я тут в округе все облутал. Интересно, что их сюда привлекло, голод или алчность? Или и то, и то.
эти крестьяне пришли сюда не с вежливой просьбой. Везде крысы. Мне еще способности одной не хватает, чтобы оставшиеся места залезть. О, как минимум. Крыс очень много. Живых почти столько же, сколько мертвых. Знаешь, что они тут жрут? Ай, Геральт, перестань. Давай без подробностей. Кошмар какой. Следы крови. Здесь убили нескольких человек. Да чё за хоррор пошел какой? Где барин? А вот он, лежит себе тихохонько. Башка треснула, как дыня гнилая. Валяется, весь в крови, в дерьме, совсем как мужик. Никакой в нем важности не осталось. Слишком быстро его убили. Пускай бы сперва помучился. Так это еще не все. У него сыновья остались. И дочка. Пойдем наверх. Кто там долбится, блин? Сейчас по голове постучу. И никого тут нет. Привидения. В общем, скорее всего, пройдется часов за 25-28 общего времени. Неожиданно, неожиданно. Я думал, что она тоже будет капец длинная, как и Силксонг. Чего только богатеи не придумают, гляди. Столько золота! Покойникам-то уже не пригодится. Аж странно, что не растащили. Столько времени после смерти барина. Кто здесь? Отзовись! Есть тут кто? Ты? Ты кто? Чё тут предметы сами по себе летают? Привидение прям.
чертовщину творят. Локации, да и геймплей в целом разнообразные. Скучать там не приходится. Ну, если она такая небольшая, если вы с Игорем прям в скором времени уж так ее успеете пройти, то, может, я к ней побыстрее приступлю, чем планировалось. Но не факт. Где ты? Ты уже дошел до лаборатории наверху башни? Я на последнем этаже, но лаборатории здесь нет. Значит, на самый верх ты еще не добрался. Поищи какой-нибудь проход. И Silksong быстро прошел. Часов по 6-8 играл в день. У нас тоже было немало стримов, где-то так. По много часов, но не все. Кажется, здесь что-то таскали по полу. Да и играли мы не каждый Передвигали день. от одной стены к другой. Но если просто взять там все стримы наши вместе, то там очень много часов было. У меня на канале мало. Сколько игр, столько стримов прям проходилось. И по количеству, и по времени на них. Какой-то механизм. Посмотрим, что он делает. Погодите, а мне духов надо искать на самом острове где-то, не здесь, судя по заданию, что оно мне все еще светится. Я хочу все сначала тогда найти. Оно мне прям обводкой такой большой обозначилось по всему острову. Сюда, это подвал. Так, где я тут что-то пропустил? Ага, во. Вот кое-что. Спохватились! Не впустят Грахма! Тихо, дурень! Будешь так громко клювом щелкать, так и сам барин услышит. Где ему? Он сидит себе на пуховых перинах, мясом обжирается. Ему, небось, невдомек, что сейчас из него ремни начнут резать. Дорога свободна, мужики! Дави их! Может, на инсолсе меньше, но насыщенность там имеется, а это лучше, чем растянутый геймплей. Да, согласен. Мне тоже не прям принципиально, чтобы вот побольше времени, побольше растянутости. Мне это вообще не принципиально. В идеале, конечно, когда и по времени нормально, и насыщенности тоже нормально. А когда чего-то одного много, а другого нет, то это, да, такое себе. Свежие останки. Эти люди пришли сюда уже после смерти помещика. Так, где еще какое-то облачко должно быть зеленое? Где это фиговина? Тут не вижу. Не вижу, не вижу, не вижу. Там вот топцы бродят. Ну, внутри, походу, только осталось где-то. Хотя я вроде там тоже все осматривал. Но без духоты не обошлось. Там тоже, конечно. Ну, без этого никуда.
Это было бы слишком хорошо, если бы прям вообще духоты никакой не нашлось. Хотя для каждого своя духота, но я уверен, что я для себя там тоже что-то найду неприятное. Вот где-то еще одна вот эта фигня должна быть. Вот из-за нее у меня квест, вот это дополнительное задание, не пропадает. С поиском духов. Сундук нашел, неплохо. И вот где она? Эта фигня последняя, без понятия. Гуглить, что ли, только остается. У меня тоже какой-то перфекционизм уже начинается опять. Это уже не первый раз, кстати, я когда раньше проходил, то тоже на такой момент натыкался, что вот последнего духа не мог найти. Где-то его заныкали. А может он там где-то прям на вершине башни остался, но тоже считается как сюда, в эту область. Но не уверен. Так, ну-ка. Может, вот тут где-то пропустил. Сейчас проверим. У меня воды уже 4-й день нет. А чего? Да, вот, нашли. Ну что ж, как угодно. Нашли. Прекрасно. Сами повзрывались. Так, надеюсь, это последний. Бросили нас! Глянь, все смылись! Значит, доберемся вплавь. Давай. Добро тут, что ли, оставить? Ты плыви. А если найдешь лодку, возвращайся за И мной. вот на самом краешке этой области она Да находилась. почему же не найду? Ну, как так? Оглянуться не успеешь, а я уже вернусь. Нет, еще не последний. Блин, да сколько ж вас тут? Ага, все, нашел, нет. Вокруг замка это последний, значит, если что и осталось, то уже внутри. Разобрались. Тут за замком я находил. Да, значит, только внутри. Все, понятно. Привет, Аспис. Отключили по какой-то там причине. Завтра вроде включат. Ну, главное, что мучения подошли к концу. И завтра все будет окей, надеемся. Без воды это неприятно, мягко говоря. А тебе без чего более проблемно? Без света или без воды? Кому как, вот я знаю. Кому без света прям каменный век уже ужас. Жизнь уже не жизнь какая-то. А кому без воды, там без газа. Наоборот. Куда более тяжелее, чем без света. Забыл про стрим. Ну мы уже сколько? Почти 6 часов сидим.
Что-то у нас намечается очередной 7-часовой какой-то стрим, походу. Как и прошлый. И это прекрасно. Я вообще не жалуюсь. Ни капельки. Эта лаборатория, кстати, отличная. Да, вот походу последняя. Зачем ты меня оставил? Ты же говорил, что любишь меня. Мне так холодно. Почему никто за мной не приходит? Я не могу отсюда выйти. Кто ты? Ты тоже хочешь меня обидеть? Без света меня спасает пауэрбанк, но на все про все его не хватит. А да. У нас этих пауэрбанков уже за прошлые несколько лет такая гора скопилась. То можно надолго просидеть. Запаслись прям. Где рестримбот? Ты имеешь в виду Игоря? Игорь уже ушел куда-то. Но он был сегодня. Ты если не в курсе, то ник это не рестримбот, а то, что идет после рестримбота, там в скобочках. Рестримбот просто показывает сообщение с Твича или с другого Ютуба. Если ты не в курсе. Меня не видели. Я исключение. Я всегда была исключением. Дочь помещика, самая красивая. Все эти земли, куда ни взгляни, были наши. Мы укрылись в башне чародея, чтобы переждать войну и трудные времена. Ненадолго. Что за чародей здесь жил? Его звали Александр. Я плохо его знала. Он все время сидел в этой башне. Знаешь, он тоже умер. Все умерли. Целые горы трупов. А я все равно одна. Совсем одна. Все меня бросили. Даже тот, кто клялся мне в вечной любви. И ты тоже меня оставишь. Если я сниму проклятие, ты сможешь уйти. Расскажи, что случилось в башне.
Говорят, крестьяне приплыли сюда просить еды. Это так? Нет, они пришли красть и убивать. Думали, мы здесь купаемся в богатстве и смеемся над их горькой долей. Но у нас тоже было мало еды. Нам нечем было делиться. Они перебили всех. Я слышала, как кричит отец. Но чародей велел мне не выходить из укрытия и никому не открывать. Он дал мне эликсир. Я должна была его выпить, если меня найдут. Он сказал, что все будет хорошо. Что это был за эликсир? Ты помнишь запах, цвет? Помню только, что боялась его пить. Ты не доверяла магу? В деревне говорили, что он занимался заразами. Не лечил их, а наоборот вызывал. Говорили, будто он заманивал в башню крыс и заражал их Катрионой. Это только слухи, конечно, но мне было так страшно. Я услышала голос моего возлюбленного Грахама. Он звал меня. Я открыла, но за ним вошли другие. Они набросились на меня и... Почему твой любимый тебя не защитил? Их было слишком много. Он кричал, чтобы они оставили меня, но они только смеялись. Джоэл устал бить зомби и решил стать ведьмаком. А где же тогда Элли Булка? Джоэл без Элли это не Джоэл. Это кто-то другой. Это скучно. Они обидели тебя? Они начали рвать на мне платье. Они неразделимы. Я вырвалась, выпила эликсир, а потом... Не помню. Так ты умерла? От яда? Нет. Позже я проснулась. Было темно. Никого не было, только крысы. Десятки, сотни крыс. А я не могла шевельнуться. Это был сонный эликсир, он еще не перестал действовать. Ты была парализована. Они были всюду. Они лазили по мне, как насекомые. По рукам, по лицу. Я чувствовала, как они разрывают мою кожу. Лезут в живот. Капец. Они разрывали меня на кусочки. А я даже не могла кричать. Жесть. Разве я мало страдала? Сожрали заживо. Почему я не могу отсюда уйти? Пока была парализована. Хуже смерти прям. Ты была не последней, кто умер на этом острове. Я нашел в башне свежие останки. Тут опасно. Никто не должен приплывать на этот остров. И я тоже хочу отсюда уйти. Похоже, на этого человека напало какое-то чудовище совсем недавно. Кто еще живет в этой башне? Не знаю. Здесь столько призраков. Я слышу, как они шепчут по ночам. Я имею в виду не призраков, а чудовище, которое здесь обитает. Может, ты что-то видела? Не знаю. Ничего не знаю. Не знает Зачем она. ты расспрашиваешь меня про такие вещи? Ну-ну. Ты должен спасти меня, а не мучить. Что-то у нее тон поменялся с какого-то мучительного на какой-то деловой. Ты можешь общаться с другими призраками на острове? Нет. Я здесь совсем одна. Другие духи убегают от меня. Я не знаю почему. Ты меня не боишься? Я часто имею дело с духами. Ну, Хотя худшая должен смерть, признать, точнее, что наверное. ты Да. Пардон. Другая. Точно не быстрая, не безболезненная, а очень и очень мерзкая. Как я могу тебе помочь? Меня связывает проклятие, рожденное ненавистью. Преодолеть ее может только сила любви, но кто сможет полюбить призрака? А твой любимый, о котором ты говорила, его тоже нет в живых? Грахам? Нет, он жив. Я бы узнала, если бы он умер. Но он меня бросил и сбежал. Оставил меня одну. Возможно, если ты простишь его, проклятие потеряет силу. И весь остров очистится. Элли в Цири превратилась. Ну, разве что так. Только Цири у нас тут
Очень редко, когда появляется, и то в флешбеках каких-то иногда. Геральт в основном в одиночку блуждает. В большинстве времени игры. Кто твой возлюбленный? Сын какого-нибудь дворянина? Нет, он бедный рыбак. Поэтому мой отец не хотел, чтобы мы были вместе. Я так по нему тоскую. Ночью я выхожу на берег острова и смотрю в сторону деревни. Помнит ли он обо мне? Ты говорила, что не можешь выйти из башни. Разве? Тебе должно быть показалось. Мне не показалось. Я и сама не знаю. Все это как кошмарный сон. Так, что-то тут мутки мутятся. Кто это дым? Это призрак башни. Призрак девушки, которая умерла очень мерзкой мучительной смертью. И нет у нее покоя, из-за чего весь остров проклят. Я думаю, что проклятие завязано на тебя. Твоя аура гораздо сильнее, чем у других духов на острове. Мой медальон дрожит с самого начала нашего разговора. Не знаю, о чем ты. Но ты же разбираешься в таких вещах. Наверное, ты прав. Я чувствую, что моя судьба связана с островом. Может, потому что я наследница этих земель. Проклятие может опираться на связь крови и почвы. В таком случае, чтобы освободить остров. Тебе будет достаточно простить Грахама. Я любила его. Я готова его простить. Но хочу убедиться, что он жалеет о том, что сделал. Отнеси ему мои кости. Пусть он меня похоронит. Это будет наше прощание. Ты поговоришь с ним? Сделаешь это для меня? Я поговорю с Грахамом. Где его найти? Он живет в деревушке на берегу озера. Но вдруг он забыл обо мне. Если он тебя любил, то наверняка захочет тебе помочь. Он говорил, что всегда будет меня любить. Иди к нему. Поспеши, прошу тебя. Дополнительное выполнилось прекрасно. А где мой факел? Куда его сперли? Не понял. Или я слепой? А, вот, да. Не заметил. Верните. Просто держали в клетках. До конца. Вот, сука, дрянная смерть. Да тут у всех дрянная смерть, я смотрю. Так, нам вот сюда. Телепортируемся. Шесть часов ровно. Стрим уже идет. Это да, вот это время летит. Последний раз у меня так время летело в играх, еще когда мы Silksong, наверное, стримили. Дождик. Дождик.
Что это было? Во-первых, какой-то звук непонятный, а во-вторых, фоллоу. Спасибо за фоллоу, кстати. Так, что, простите? Каких матчей? Ай, я-то думал, кто-то нормальный зафоловился. Но не тут-то было. Матчи где? Реклама, блин. Реклама Дискорда. Какие матчи, я тоже не понял. Написал, что-то нам было бы неплохо сыграть вместе матчи. Какие матчи? Матчи в Ведьмаке? Ничего не понятно. Так, продолжаем. Чуть-чуть отвлеклись. Пусти меня! Сказал же, не хочу никого видеть! Но тут ведь... Оставьте меня в покое! Я уже думал, что в Ведьмаке ПВП есть. Ты есть тут? Чего ты за мной ходишь? Ничего я за тобой не хожу, что ты наезжаешь на меня. На самом деле я где-то слышал, что планировалось какое-то ПВП в Ведьмаке. То ли еще на выходе, когда он только вышел, то ли где-то потом когда-то, но это отменили по итогу. Забавно было бы посмотреть на какой-то онлайновый ПВП Ведьмак. Это было бы что-то с чем-то, наверное. Я вот хотел спросить, чего тебе нужно от Грахама? Нет, ничего. А вот мать его за него беспокоится. Он как с острова вернулся, один в хате сидит. Ни с кем не разговаривает. Совсем от этой несчастной любови свихнулся. Ну не разорваться же мне. Поговорить хочу. Ты глухой или как? Я же сказал! Ты кто такой? Я ведьмак. И что? С чего мне вдруг с тобой разговаривать? Я был на острове и знаю, что там случилось. От меня что тебе надо? Я хочу поговорить об Аннабель. Да что ты можешь о ней знать? Я разговаривал с ней. Аннабель больше нет. Она выпила яд. А я не сумел ее спасти. То есть он не удивлен, как я смог с ней разговаривать, если она уже всю. Ты любил ее? Да, одури. Так влюбился, что верил, что у нас все получится, и мы будем вместе. Отец ее, понятное дело, слышать ничего не хотел. Его дочка и простой мужлан. Расскажи, что случилось на Коломнице? Если уж так интересно. Милка, Зембаш и Фалик созвали самых сильных мужиков, чтобы поплыть на остров. Хотели отобрать у помещика свое. Они знали, что мне, слуги в башне, ворота откроют. Потому что я продавал им рыбу. Тебя заставили пойти с ними? Нет, я думал, мы с Аннабель, что мы убежим вместе, но... Может, призраки тут всё норма? покатилось к дьяволу. Да вряд ли. Наши начали убивать, хотели изнасиловать Аннабель. Обычно призраки нигде не норма. И она отравилась. Маг ей, видать, яду дал. Я выбежал из башни, орал, что хочу умереть, проклинал их. Нет, не могу. Не заставляй меня вспоминать.
Что именно ты сказал, когда бежал с острова? Я не помню. Я хотел, чтобы они заплатили за то, что с ней сделали. Если ты их проклял, Коломница место смущения. Погодите. Я так и думал. Это моровая дева, и теперь она на свободе. Да, я вспомнил, что этот квест можно было выполнить по-другому. Давайте, может, попробуем по-другому и сделать, а то это такая себе концовка, насколько я помню. Только что там надо было делать по-другому, блин. Сейчас разберемся. Он и эмоционален, и одновременно нет. Уже не в первый раз такие эмоциональные качели у них какие-то происходят. Или ты о внешнем виде на лице? Так, нет, это уже когда мы поговорили. И на это же на 29-й минуте. Ладно. Я про озвучку и лицо. Ну да, понятно. О, не, нормально. Как раз вот тут и надо нам было загрузиться. Не надо меня бояться. Я хочу снять проклятие, которое висит над островом. Но кто ты? Другие идут.
Есть... Расскажи. Что это? Ты... Они обидели тебя? Так ты... Это был... Ты была не под... Похоже, я имею... Так, тут пока все так же. Ты ну... Я... Как я? А твой... Возможно... Кто-то... Ты мне не... Я думаю, мой медальон... Проклятием... Ну-ка. Я надеюсь, что смогу тебе помочь. Но сперва мне надо осмотреться. Что ты хочешь здесь разглядывать? В этой башне только кости и крысы. Не оставляй меня с ними. Я обязательно вернусь к тебе. Хорошо. Но не заставляй меня ждать слишком долго. Может, тут надо сначала наверху что-то вот это осмотреть, что мы находили. Их просто Хотя держали нет. в клетках. До конца. Вот, Ничего. сука, дрянная смерть. Ничего тут такого нет. Просто, может, другой вариант там надо было выбрать. Типа, я и не верю. Может, от этого изменения как раз будет все. Мне кажется, там просто драка будет и все. Теперь ты мне поможешь? Ты обещал, что не оставишь меня здесь. Ну, допустим, я тебе не верю. Твой рассказ очень печален, но что-то в нем не сходится. Такое впечатление, Ну, что ты что-то скрываешь. Ты знаешь, что на острове небезопасно, но не хочешь рассказывать, что за чудовище тут обитает. здесь нет никакого чудовища. Ну-ну. Мне кажется, ты лжешь. Только зачем? Ты хочешь защитить это чудовище? Или, может Замолчи. быть, Не желаю тебя слушать. я не смогу тебе помочь. Выносить предметы с проклятого острова, из любого проклятого места, слишком опасно. Кости женщины тем более. Угу. Я слышала, что ведьмаки лишены сердца. Ой, начинается. Может, ты хотя бы приведешь Грахама сюда? Я так хочу с ним проститься. Аннабель, послушай. Нет, ты с самого начала не хотел мне помогать. А я решила, что наконец кто-то сжалился надо мной. Какая я... И еще и мухи эти опять вылазят. Замуровали демона. Не тому на жалость давит. Это точно. Не все с ней так просто. Вот она, но надо еще помедитировать. А то хилок нет. Кстати, ты в начале стрима говорил, что дергался стрим. Но вроде не сказал, что починился. Или я просто
Забыл то сообщение. Или не увидел, может. Все нормально там уже, надеюсь. На 6-м часу стрима решил переспросить, называется. Повешу твою башку у седла. Что это было? Звук был такой, будто ты сам присоединился к сонму призраков. Я сражался с моровой девой. Моровая дева. А ты узнал, как снять проклятие, прежде чем бросаться на нее с мечом? Да, мы поговорили. Похоже, что я должен привести на остров ее возлюбленного рыбака Грахама. Я его знаю. Он живет в руднике на берегу озера. Ищи его быстрее. Я чувствую, мы близки к цели. Уже бегу. Это Next Gen или обычный? Привет, Лори, еще раз. Это Next Gen, конечно же. Зачем обычный, если есть Next Gen? Он же там, помимо улучшенного графона, еще и новые квесты добавляет какие-то, и прочие всякие улучшения небольшие. Говорят, женщины севера моются раз в 3 месяца. Это правда? Я не писал вроде просто. Сейчас нормально все. Все, хорошо тогда. Пусти меня! Сказал же, не хочу никого видеть. Тут ведь... Оставьте меня в покое! Так это чего ты? Да вот хотя... Нет. Ну не разорваться же. Ты глухой? Тут все так же. Я... И что? Я был... От меня... Я хочу поговорить. Да что? Я Аннабель будет... Тут все так же. Ты... Отец... Если они... Тебя за... И она... Я... Если... Из-за... Она так... Но... Я говорил с ее дух. Значит... Я бы... Ты не... Лучше б я... А теперь... Ты ошибаешься. Ты все еще нужен, Аннабель. И можешь ей помочь. Она все еще там. В башне. Я могу ее увидеть. Да, но ты должен кое-что знать. После смерти Аннабель превратилась в моровую деву. Это как? Она не просто неупокоенный дух. Она стала могущественным призраком. Скорбь и ненависть дают ей силу сеять смерть и мор. Она страдает. Как я могу ей помочь? Аннабель думает, что ты ее бросил и сбежал. О боги! Значит, она ненавидит меня? И все это время думала, что я ее бросил? Да. Если ты вернешься в башню, может, тебе удастся ее убедить, что все не так. Я думал, она умерла! Я бы не оставил ее одну! Это что, опять то же самое, что ли? Что сегодня за день подписок ботов каких-то происходит?
Задолбали. Что за нашествие? Уже второй раз за короткое время. Совпадение? Сообщение потешное. Ага, если бы это еще было что-то нормальное и реальное, а не просто слова ради рекламы какой-то. И мы еще и вылетели из этой хрени, блин. Тварь, блин, приперлась, мне все поломала. Ай, блин. Продолжаем. Главное сначала воодушевить, а последним сообщением ДС. Да. Знаем мы их, знаем. Сначала ничего вроде не предвещает беды. Вроде ничего подозрительного, вроде ничего такого. А потом маленьким шрифтом. В самом конце. Беспалевно. Вот эту фигню учудить. Так это и есть тот ведьмак Страшила. Мы пройдем сегодня этот квест или нет, блин? Поговори. Ни одно, так другое мне мешает. И что? Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Уже третий раз одно и то же. Она... Если... Тебя за... И она... Я... Если... Из-за... Она так ч... Но... Я говорю... Я бы лучше... А теперь... Ты все... Она... Да, но... Она не... Она... Аннабель и других духов удерживает на острове проклятие. Любовь может разрушить его. Как в легендах. Если ты знаешь эти легенды, то понимаешь, что достаточно поцелуя, чтобы разрушить злые чары. Но при одном условии. Любовь должна быть настоящей. Говорю тебе, я любил ее всем сердцем. Прошу, отведи меня к ней. Это будет опасное путешествие, ты понимаешь? Да, конечно, но я не трус. Уж в этот раз не побегу. Я расчистил путь до самой башни. Можешь спокойно зайти в нее, только помни, Аннабель... Знаю. Ты уже говорил. Ладно. Ну, чего мы ждем? Ничего, идем. Пошли. Ой, как удачно, что я там почти всех монстров по пути действительно убивал. Даже не думал, что это пригодится по квесту. Так. Вот этого я не ожидал, что тут появится. Крахом! Это из-за него мы здесь блуждаем. Я столько ждал, чтобы отомстить. А он сам пришел к нам в руки. Они меня убьют. Не бойся, с тобой ничего не случится. Когда я входил сюда в последний раз, я все еще надеялся, что Аннабель и я, ведь все могло получиться. Все из-за меня. Если бы я сумел ее защитить. Прошлого не изменить, но теперь ты поможешь Аннабель обрести покой. Так страшно. Так тихо. Давай быстрее, не стоит здесь задерживаться. Они Ну, так орали. Я когда впервые этот квест проходил, то он действительно был такой мрачноватый. Думай об этом, идем.
хоррор еще тот был. Ну, из-за музыки не кажется сильно мрачным. Ну, музыка тут местами может быть поменена из-за модов как раз таки. И не быть такой изначальной, которая она была в игре. Но это зачастую именно в боях каких-то меняется. А в сюжетных катсценах и важных сюжетных моментах вроде не меняется. Вроде. Все-таки ты вернулся ко мне. Это... Та, которую ты бросил. Помнишь? Аннабель, я был уверен, что ты умерла. Если бы я знал, я бы никогда тебя не оставил. Я сделал бы для тебя все. Ты же знаешь, поверь мне. Докажи. Поцелуй меня. Грахам, подумай. Заманчивое предложение. Да, Геральт, отвернись правильно. Наконец-то. И жили они долго и счастливо. Я снял проклятие. А Грахам и Аннабель теперь вместе. Ну, в этой концовке хотя бы проклятие считается снятым. А прошлое оно не считалось снятым. Хоть и та концовка и эта концовка не то чтобы прям совсем хорошие. Но это мне чуть-чуть больше нравится. Короче, возвращаемся к Кейри. Проклятие снято. Задание выполнено. Я даже не знаю, что из этого лучше. Это еще один случай, тот самый, где нет хорошей концовки. Тут либо плохая, либо плохая. Тут в игре, как я говорил уже, такого очень-очень много. Ну и сейчас, может, уже будем закругляться потихоньку, скорее всего. Как сдадим этот квест. Геральт. Расскажи мне что-нибудь еще о чародее с острова. Вы были друзьями? Вот уж не думала, что тебя настолько интересует моя личная жизнь. Мне интересно, что объединяло вас как магов в профессиональном плане. В этом отношении у нас было мало общего. Александр был одним из тех нервных экспериментаторов, которые не спят ночами и которым для счастья хватает одинокой башни и набора реторт.
Я снял проклятие с острова. Ты убедил Грахама пойти с тобой в башню? Ты сказал ему, что там моровая дева? Да. Он знал, чем рискует. А еще он слышал истории о поцелуе истинной любви, который разрушает злые чары. Наверное, это добавило ему отваги. И что, все кончилось хорошо? Как Ну, посмотреть? так. Проклятие снято. Душа Не Аннабель очень. обрела покой, но Грахам умер. Бедный мальчик. Что ж, настоящая любовь встречается чаще, чем многим кажется. Что ты будешь делать со светильником? Я же говорила, можешь оставить его себе. Мне он вряд ли еще понадобится. Остров же очищен. Я начинаю жалеть, что не выбралась туда вместе с тобой. Впрочем, мы еще можем наверстать упущенное. Одно меня беспокоит. Ну? Аннабель сказала, что Александр изучал заразные болезни и упомянула Катриону. Ты знала об этом? Все чародеи об этом знают. Александр был очень уважаемым эпидемиологом. Я бы многое отдала за возможность заглянуть в его заметки, но он их тщательно охранял. Ладно, мне пора в путь. И все. Может, ты останешься еще ненадолго? У меня есть еще одна малюсенькая просьба. Малюсенькая просьба. Да. Я заказала из Новиграда кое-какие субстанции. Торговец должен был приехать еще вчера, но так и не появился. Может, взглянешь, что случилось? Этот груз очень важен для меня. Но нынешний вариант как драматично вышел. Ладно. Мне он тоже чуть-чуть побольше понравился. Почему нет? Если он ехал из Новиграда, значит, должен был проезжать Большие Сучья. Я посмотрю в округе. Большие Спасибо. сучьи. Я буду очень признательна. Большие сучьи. Ворожей поговорить хочет. Опа. Ворожей хочет просить об услуге. Да-да. А ведьмачий, значится. Говори, в чем Опять дело. козу найти? Ворожею нужен тот, что зла не устрашится. Близится ночь дядов. Надобно нам праздник обустроить. Придут заблудшие духи, а также и проклятые. Круг от этих чудищ охранять надобно. Что я с этого получу? Ворожей знал, что ведьмаки за даром не работают. Не бойся, у ворожея есть чем тебя порадовать. Что это? Не-не-не-не-не. Зачем вообще нужен этот А ритуал? подробностей не будет, чем именно порадовать, да? Снедаемый тоскою. Или же смерть его застает прежде, чем он успеет вкусить истинной горечи. И тогда бедная душа не может покинуть этой юдоли слез. Дух блуждает меж живыми. Надобно участь его решить и отправить на верный путь. За этими дяды. Похоже, тут и правда нужен ведьмак. Ладно, я вам помогу. Ворожей знал, что ты не откажешь. Время собирать людей. Через озеро отправляйся на Коломницу. Там и встретимся. Опять? В кругу каменьев. Чем быстрее со всем разберемся, тем лучше. Лучше всего сегодня в полночь. Кругу каменьев.
такой, конечно, получился, как прошлый. Прошлый 7,5. Но перебивать мы его уже не будем. А то это еще больше часа сидеть. Я думаю, и на этом уже хватит. Более чем нормально посидели сегодня. И сюжетки чуть-чуть затронули, и кучу квестов повыполняли, и всякого такого разного тоже. Хватит, короче, на сегодня. Спасибо всем, кто был. Ну,